Большинство проектов во Flutter используют HTTP протокол для общения между вашим приложением и некоторым API на каком-либо сервере. В большинстве случаев эти серверные API создаются в соответствии с рекомендациями по проектированию REST, и данные передаются в формате JSON. Конечно, мы можем получать и другие форматы от сервера, к примеру, XML или HTML, но в этом блоке я буду говорить о JSON. И в этом видео поговорим о том, как делать запрос на сервер, а в следующих видео рассмотрим, как обрабатывать ответ от сервера в формате JSON. Когда наше приложение обменивается данными с удаленным сервером по HTTP, оно делает это асинхронно, то есть приложение не останавливается внезапно после отправки запроса на сервер. В Dart асинхронные операции представлены объектами класса Future. При вызове асинхронной функции мы получаем объект Future в незавершенном состоянии. В этом состоянии вычисления, представленные этим Future, все еще находятся в процессе и никакой результат не доступен. И далее нам требуется обработать это незавершенное состояние, которое может находиться в двух фазах. Либо оно завершено со значением, то есть нам пришли данные, либо завершено с ошибкой. Давайте рассмотрим на примере. Нам нужно написать код, который будет взаимодействовать с API на сервере с использованием протокола HTTP. Для работы с HTTP во Flutter нам нужно подключить пакет HTTP. Давайте перейдем на сайт pub.dev и найдем наш пакет HTTP. Перейдем в папочку Installing и скопируем вот эту зависимость. Эту зависимость мы пропишем в файле pubspec.yaml в ветке Dependencies. И давайте сохраним или нажмите Get Package. Итак, я получил пакет, и теперь его необходимо импортировать в файл main.dart. Для этого давайте снова вернемся на сайт pubdev, найдем третий пункт и скопируем вот эту строчку. В конце импорта я еще пропишу shttp. То есть shttp говорит нам о том, что мы будем работать через объект HTTP, а не напрямую с методами в этом пакете. Причем эти методы возвращают фьючерсы, что позволяет разработчикам взаимодействовать через HTTP асинхронно. Теперь давайте создадим метод. К примеру, я его назову как getData, который будет возвращать нам future с типом данных HTTP response. Тип данных, возвращаемых объектом future, указывается в таком вот дженерике. Если же возвращать значение не нужно, то можно просто здесь указать тип void. Итак, чтобы наш метод getData выполнял работу асинхронно, его нужно пометить ключевым словом async. И теперь давайте в нашем методе getData реализуем getZaпрос на сервер по вот такой вот ссылке. Эта ссылка вернет нам тип данных в формате JSON. И давайте выполним getZапрос. Для этого мы используем HTTP, вызываем у него метод get и передаем наш URL. Таким образом нам придет ответ с типом response в виде объекта future. Хочу заострить внимание на том, что наш метод getData будет выполняться по-прежнему синхронно, пока не встретит у себя ключевое слово await. Мы его разместим перед getZапросом. Таким образом, мы метод getData теперь сделали асинхронным. Отлично. Как теперь использовать данные, полученные с сервера? Они ведь завернуты в объект future. Да очень просто. Нам нужно вызвать метод then на этом объекте future. Для этого давайте создадим еще один класс. К примеру, я назову его как lowData. Далее берем наш метод getData и вызываем у него метод then. Метод then у нас будет принимать ответ response. И теперь осталось обработать полученные данные с сервера. Для этого проверим response на статус код. Если response статус код равен 200,
То есть, если сервер вернул нам 200, то запрос выполнен успешно. Отображаем наши данные. Для этого вызовем response body. А иначе обрабатываем ошибку. Я здесь верну просто статус-код. Вы можете сделать дополнительную проверку конструкции if-else в блоке try-catch. Я здесь этого делать не буду, так как мы обработаем общую ошибку у метода then, вызвав у него catch-error, куда я передаю в качестве параметра ошибку. И ее распечатаю, используя debug print. Отлично, давайте сохраним. И теперь осталось вызвать наш метод loadData в init-state. Давайте пересоберем наше приложение, посмотрим, что у нас получится. Итак, вот мы с вами получили ответ сервера в формате JSON. Давайте я, к примеру, допущу ошибку в нашем URL. Посмотрим, что мы получим в качестве ответа. И да, в качестве ответа мы получили 404, то есть страница не найдена. Делать HTTP запросы и обрабатывать ответы не так уж и сложно. Конечно, этот JSON сервер не требует заголовков или аутентификации, так как это базовый пример. Но тем не менее, мы далее рассмотрим существенный фрагмент кода, который будет немного сложнее, а именно использование сериализации и десериализации JSON для преобразования информации в объекты Dart, которые мы можем использовать. Эта часть на самом деле более сложная, чем сам HTTP запрос, и я расскажу об этом в следующем видео. Итак, когда наше приложение отправляет исходящий запрос к API на сервере, ему часто требуется преобразовать данные Flutter, например, данные в форме, в JSON. Это преобразование данных Flutter в данные JSON называется сериализацией. А когда сервер отвечает обратно, приложение должно преобразовать данные JSON в данные Flutter. Это преобразование данных JSON обратно в данные Flutter называется десериализацией. Теперь мы знаем, что должны конвертировать данные между JSON и Flutter. Под JSON мы будем подразумевать JSON-строку или текст, а под данными Flutter мы будем подразумевать данные в отдельном классе Dart в нашем приложении Flutter. Есть два основных способа сериализации JSON в приложении Flutter. Первый способ – это ручная сериализация, и второй способ – это автоматически генерируемая сериализация с использованием сторонних пакетов. Ручную сериализацию стоит выполнять в небольших приложениях с классами, которые не слишком раздутые. И если вы не знакомы с сериализацией, то этот способ поможет вам понять эту концепцию. Тем не менее, автоматическая генерация классов сериализации намного проще при написании кода Dart. Здесь вам практически не нужно будет писать код. Созданный код не содержит ошибок, в отличие от ручной сериализации. Но этот способ не прост в реализации, вам нужно знать, как там все работает. Опять же, вы можете объединить эти два способа. Всем привет! В этом видео рассмотрим ручную сериализацию, десериализацию JSON. Этот способ относится к использованию встроенного класса JSON, который включает в себя простой кодер и декодер. Сам класс JSON находится в пакете Dart Convert. В позапрошлом видео мы делали запрос к этой ссылке. Давайте мы перейдем по ней.
Итак, здесь мы получили ответ в виде формата JSON. Он сейчас трудно читаем. Давайте все это дело скопируем и воспользуемся таким сервисом, как JSON Editor Online. Итак, я перешел на сайт jsoneditoronline.org и давайте в левый столбец вставим весь наш JSON. И нажимаем кнопку копии. И убедитесь, что у вас включен режим дерева 3. И теперь наш JSON выглядит в более читабельной форме. Итак, здесь мы имеем с вами список офисов, находящихся в разных регионах. Каждый офис представляет из себя дикшенери, который имеет пары ключ и значение. Где ключ это строка, а значение может иметь любой тип данных. Предлагаю распарсить все эти офисы. Прежде всего, нам нужно написать класс данных Dart, который будет содержать данные для десериализации их из JSON. Для этого давайте мы с вами создадим файл, который я назову как offices. И в нем реализуем класс offices_list. Так как поле offices в JSON представлено в виде массива, то реализуем поле offices с типом list, в котором будут храниться все наши офисы. А также реализуем конструктор, который будет принимать это поле. Реализуем еще один класс, который назовем Office. Итак, давайте мы с вами у него реализуем три поля. Первое поле это будет название города, где находится офис. Название города в JSON представлено в виде ключа name. Поэтому я здесь напишу final string name. Второе поле, которое мы реализуем, это адрес самого офиса. И третье поле, это мы выведем картинку, как выглядит офис. Итак, второе поле у нас будет отвечать за адрес, где находится офис. И третье поле у нас будет выводить картинку самого офиса. И также реализуем конструктор, который будет принимать все эти поля. Отлично, теперь в классе Office давайте реализуем фабричный конструктор FromJSON, который создаст экземпляр нашего класса данных. Для того, чтобы реализовать фабричный конструктор, используем ключевое слово factory. Далее берем наш класс Office и наш конструктор называем как FromJSON. В качестве параметра передадим переменную JSON. И так как у нас офис представлен в виде dictionary, который имеет ключ в виде строки, а значение может быть любым типом данных, то этот параметр будет иметь тип данных map string dynamic. И теперь наш фабричный конструктор должен вернуть экземпляр нашего класса Office, где мы в его параметры передадим ключи, которые содержат JSON. И теперь приведем каждый параметр к своему типу. Name имеет тип string, адрес также имеет тип string и image имеет также тип string. Таким образом мы с вами реализовали фабричный конструктор, который будет отвечать за десериализацию данных из JSON в данные нашего класса Office. Такой же фабричный конструктор давайте добавим в наш класс offices_list. Итак, мы снова используем ключевое слово factory. Дальше у нас offices_list, в
качестве параметра передадим JSON, который будет иметь тип map string dynamic. Так, и здесь мы должны обязательно вернуть экземпляр нашего класса OfficeSList. Итак, этот фабричный конструктор будет выглядеть немного сложнее. Предлагаю сначала создать переменную, которая будет получать список всех офисов из JSON. Переменную я назову как offices.json. Так, теперь наша переменная хранит список всех офисов из поля offices, который находится в JSON. Я его привел сразу к типу list. Далее нам нужно пробежаться по всем офисам и распарсить каждый из них. Для этого мы берем нашу переменную offices.json и вызываем у нее метод map. Что делает map? Он принимает каждый передаваемый элемент данных и применяет к нему некую функцию, после чего возвращает результат. В нашем случае мы получаем данные в формате JSON и хотим, чтобы они преобразовывались в наши собственные объекты. В нашем случае в список с типом данных Office. Итак, здесь мы с вами перебираем список всех офисов и мапим каждый объект Office, вызывая Office from JSON. А затем помещаем каждый объект map в новый список с помощью метода toList. И все это давайте сохраним в переменную offices.list, которая будет иметь тип listOffice. Отлично, и теперь нашу переменную offices.list мы передадим параметру offices. Так, у меня здесь ошибочка. Надо конструктор назвать как from.json. Итак, мы подготовили модель. Теперь осталось реализовать метод, который будет выполнять get-запрос на сервер и запускать десериализацию класса данных. Давайте метод назову как getOfficesList. Этот метод у нас будет возвращать future с типом данных offices.list. Так как мы работаем с future, то наш метод сделаем асинхронным. Для того, чтобы выполнить запрос, давайте мы в файл pubspec.yaml подключим пакет HTTP версии 0.12.0+4. Отлично, и теперь импортируем сюда этот пакет. Итак, давайте мы сначала реализуем URL, к которому будем обращаться. Вот наша ссылка. И теперь надо к этой ссылке сделать get-запрос. Создадим переменную response, которая будет хранить ответ от сервера. Await, пишем http, вызываем у него get. И в качестве параметра мы передадим наш URL. Ну и теперь проверим ответ на статус-код. Если response статус-код у нас равен 200, то значит все окей. А иначе у нас будет ошибка. И в случае ошибки давайте мы ее обработаем. Итак, в случае успешного ответа мы с вами будем парсить JSON и возвращать наш список офисов.
Для этого берем наш конструктор FromJSON и в нем вызываем JSON decode. Decode находится в базовом пакете Dart Convert, поэтому импортируйте его также. И в decode мы должны передать тело нашего ответа response.body. Итак, этот метод преобразует тип данных JSON в map. А далее у OfficeSList вызываем фабричный конструктор FromJSON, чтобы преобразовать тип данных map в наш экземпляр класса данных. Вот таким вот образом выглядит весь запрос. Осталось теперь только отобразить полученные данные в нашем приложении. Давайте перейдем в main.dart. Итак, здесь у меня реализован базовый код. У меня виджет есть My Homepage, который унаследован от Stateful виджета. Ну и состояние этого виджета возвращает нам Scaffold, который имеет панель приложения, и тело, которое содержит просто контейнер. Итак, сначала мы должны получить список офисов, используя метод getOfficesList. Вызывать мы его будем в методе initState. Почему именно здесь, а не в методе build? Flutter вызывает метод build каждый раз, когда ему нужно что-то изменить в представлении, и это происходит на удивление часто. Если мы поместим вызов метода getOfficesList в метод build, то мы получим, так сказать, переполнение API ненужными вызовами, что замедлит работу нашего приложения. А initState вызывается только один раз за все время работы приложения. Только давайте наш метод getOfficesList присвоим какой-нибудь переменной для дальнейшего удобства. Ну, переменную, к примеру, я назову как OfficesList. Так, и эту переменную мы должны реализовать. Эта переменная будет иметь тип future OfficesList. Окей, теперь перейдем к body. Итак, мы вернули JSON и теперь хотим его отобразить. Для этого мы можем воспользоваться таким виджетом, как FutureBuilder. Данный виджет упрощает работу с асинхронными источниками данных. Также у него мы должны указать обязательно тип данных, который ему необходимо вернуть. В моем случае это OfficesList. И теперь мы должны FutureBuilder предоставить два параметра. Это Future и метод Builder. Future это то future, с которым мы хотим работать. Сюда передаем нашу переменную OfficesList. И реализуем метод Builder, который сообщит Flutter, что визуализировать в зависимости от состояния Future. Идет ли сейчас загрузка данных, выполнена ли загрузка данных успешно или выполнена с ошибкой. Builder в свою очередь принимает два параметра. Это контекст и snapshot. FutureBuilder будет автоматически перестраивать свои элементы, когда Future завершится. Он делает это, вызывая метод Builder, который берет контекст и snapshot, или снимок текущего состояния объекта Future. И теперь мы можем проверить snapshot, чтобы увидеть, завершилось ли Future успешно или с ошибкой. Для этого у snapshot вызываем свойство hasData. Если данные загружены, то отображаем их. А иначе, если снапшот имеет какие-либо ошибки, то вернем и отобразим эту ошибку. Итак, при успешной загрузке мы наши данные будем отображать в виде списка ListView. У ListView мы вызовем конструктор Builder.
Итак, реализуем параметр itemCount, куда мы должны передать количество элементов в списке. Для этого обращаемся к snapshot, вызываем свойство data. Далее мы получаем доступ к offices. И здесь мы вызываем метод launch. Так, теперь реализуем itemBuilder у нашего ListView. itemBuilder принимает контекст и индекс. И здесь мы будем отображать информацию о каждом офисе, используя виджет карт и ListView. А ListTile будет находиться внутри виджета карт. Итак, предлагаю сначала отобразить title. В тайтле мы будем отображать название того города, где находится наш офис. Для этого мы обращаемся к нашему снапшоту. Вызываем у него data. Далее вызываем offices. Нам необходимо пробежаться по всем офисам, поэтому сюда передаем индекс. И отображаем тот город, в котором находится офис. За это отвечает свойство name. Теперь реализуем параметр subtitle, который будет выводить адрес офиса. И здесь вызываем свойство адрес. Теперь отобразим картинку каждого офиса. Картинку мы будем отображать в параметре leading. Для того, чтобы получить картинку по сети, используем image с конструктором network. Также обращаемся к нашему снапшоту. Вызываем data, offices. Сюда ему передаем индекс. И здесь берем наш image. Так, ну в принципе все. Только давайте наш список отобразим в виде 3 строк. То есть в параметр is3line мы передадим значение true. Так, данные мы обработали, ошибку обработали. Так, и надо нашему FutureBuilder по умолчанию вернуть что-нибудь. Давайте вернем ему спиннер загрузки. Так, только не сюда, а вот сюда. Ну вот, в принципе, и все. Давайте перестроим наше приложение и посмотрим, что у нас получилось. И да, мы с вами вернули весь список офисов. Итак, способ, при котором используется ручная сериализация, десериализация JSON, хорош тем, что он не имеет внешних зависимостей или определенного процесса установки. Он хорошо подходит для небольших приложений, где не так много моделей JSON, и вы хотите быстро протестировать концепцию работы JSON. Но когда ваш проект становится больше, написание логики и декодирование вручную может стать сложным в управлении и становится более подверженным ошибкам. Если у вас есть опечатка при доступе к несуществующему полю JSON, то ваш код выдаст ошибку во время выполнения. Поэтому в следующем видео мы с вами рассмотрим автоматически генерируемую сериализацию. Всем привет! В этом видео поговорим об автоматически генерируемой сериализации JSON. Этот способ подходит для средних и крупных проектов. В таких проектах разбор JSON лучше генерировать. Этот подход использует два пакета. Пакет JSON Serializable, он нужен для генерации кода сериализации и десериализации JSON. И пакет BuildRunner, он нужен для работы с пакетом JSON Serializable, который будет создавать файл из генерированного кода. Давайте мы с вами данные пакеты найдем на сайте pub.dev. Начнем с пакета JSON Serializable. Итак, давайте перейдем в этот пакет, перейдем на вкладку Installing и пропишем эту зависимость в наш файл
pubspec.yaml в ветку devdependencies. И также осталось найти пакет buildrunner. Вот данный пакет, перейдем в него, перейдем во вкладку Installing и также его пропишем в devdependencies. И нажмем Get Package. Итак, я получил пакеты, этот файл я закрою. И давайте перейдем в нашу модель, которая реализована в файле offices.dart. Работать мы будем с моделью, которую использовали при ручной сериализации. Итак, в этой модели реализован класс offices_list и класс office. Предлагаю сейчас импортировать JSON аннотацию. О ней расскажу чуть позже. И также пропишем будущий сгенерированный файл, который назовем как offices.g.dart. Эта строка позволяет получить нашему файлу offices.dart доступ к закрытым членам в будущем сгенерированном файле offices.g.dart. Теперь добавим аннотацию, которая называется JSON Serializable. Эта аннотация указывает, что для этого класса нужно сгенерировать код, который мы с вами получим на выходе в файле offices.g.dart. И вот как раз для этого мы и подключили наш пакет JSON Annotation. В классе offices_list уже реализовано поле offices и реализован конструктор, который принимает это поле. Теперь также добавим аннотацию для класса office. И у этого класса также реализовано три поля и его конструктор, который принимает все эти три поля. Помимо этого мы можем задать аннотацию и для наших полей, используя JSON Key. Для чего следует задавать аннотацию для полей? При работе с автоматически генерируемой сериализацией вы должны свои переменные называть так же, как и поле в JSON, которые вы хотите распарсить. Если у JSON, к примеру, ключ называется name, то вы должны также назвать и вашу переменную. Бывает, что ключ в JSON написан не так, как вы хотели бы назвать свою переменную. К примеру, у JSON ключ назван как dt, а вы хотите свою переменную назвать как datetime. И вот тогда нужно объявить эту переменную аннотацией JSON Key. И у этой аннотации мы должны реализовать параметр name, куда мы должны передать название поля в JSON, то есть dt. Вот такой вот небольшой нюанс. Итак, вернемся к нашему классу offices_list. У него уже реализован фабричный конструктор. Давайте его перепишем под наш способ. Вот это я все удалю. И наш фабричный конструктор будет просто возвращать offices_list from JSON. И в качестве параметра мы передадим JSON. Когда мы это распарсим, мы получим на выходе наш фабричный конструктор, который у нас будет выглядеть примерно так. И также в этом классе давайте реализуем метод toJSON. Который также будет возвращать offices_list, только уже не from JSON, а toJSON. И в качестве параметра передадим this. toJSON это вспомогательный метод, который позволяет данному классу поддерживать сериализацию данных в JSON. В нашем примере мы его использовать не будем, но пусть он будет. И теперь также реализуем фабричный конструктор
и метод toJSON для нашего класса Office. Ну и теперь осталось запустить генератор. Генератор я буду запускать через командную строку. И вы должны убедиться, что вы находитесь в папке с проектом. Для запуска генератора кода в файл необходимо выполнить следующую команду. Flutter packages pub run build runner build. Эта команда должна создать файл offices.g.dart с нашими двумя функциями FromJSON и toJSON. Это как раз те функции, которые мы используем в классе OfficeSList и Office. Итак, я закрою командную строку. И вот у нас появился файл offices.g.dart, который содержит две вот эти функции FromJSON и toJSON от класса OfficeSList и также от класса Office с уже приведенными типами. Вот в принципе и все. Get запрос у нас уже реализован. И отображение полученной информации также у нас сделано. Давайте перестроим наш проект и посмотрим, что у нас получится. Как видите, у нас все по-прежнему работает. Данный способ хорошо подходит именно для средних и крупных проектов, где разбор JSON лучше, конечно, генерировать автоматически, чем прописывать вручную. И в этом видео я хочу еще вас познакомить с таким сервисом, который называется JSON to Dart. Ссылку я под видео приложу. Итак, давайте вставим наш JSON, с которым мы все работаем. Далее ниже в поле мы можем указать класс, который нам необходимо вывести. Наш класс укажем как OfficeSList. И теперь нажимаем кнопку Generate Dart. И как видите, нам этот сервис сгенерировал модель данных, исходя из JSON. У нас есть OfficeSList, вот наше поле, list offices. Также у нас есть именованный конструктор OfficeSList, который называется FromJSON. Все поля он тут распарсил. И также создал класс Offices со своим конструктором и с методом toJSON. То есть вы можете просто скопировать этот код, вставить свою модель, немножечко отредактировать под ваш вкус и работать. Всем привет! В этом видео поговорим, какие бывают типы состояний. Flutter является декларативным. Это означает, что Flutter создает свой пользовательский интерфейс для отображения текущего состояния вашего приложения. Когда состояние вашего приложения изменяется, например, пользователь нажал на какой-нибудь переключатель на экране, то вы меняете состояние, и это вызывает перерисовку пользовательского интерфейса. Нет необходимости изменять сам пользовательский интерфейс. Вы меняете состояние, и пользовательский интерфейс перестраивается с нуля.
В самом широком смысле состояние приложения – это все, что существует в памяти при запуске приложения. Туда входят ресурсы приложения, все переменные, которые хранятся во Flutter относительно пользовательского интерфейса, состояние анимации, текстуры, шрифты и так далее. Хотя это максимально широкое определение состояния является допустимым, оно не очень полезно для разработки приложения. Во-первых, вы даже не управляете каким-либо состоянием, например, текстурами. Фреймворк обрабатывает их за вас. Таким образом, более полезным определением состояния являются любые данные, которые вам нужны для восстановления вашего интерфейса в любой момент времени. И во-вторых, состояние, которым вы сами можете управлять. И как раз в этом блоке мы рассмотрим такие состояния. Выделяю два типа состояний: Ephemeral и Application. Проще понять, если рассматривать их как область видимости. Ephemeral для локального уровня, а Application State для глобального. Ephemeral State – это состояние с областью видимости виджета. Ну, к примеру, текущий прогресс слайд-бара, там текущая выбранная страница Page View, там текущий прогресс анимации, состояние checked у чекбокса и так далее. При первом создании Flutter приложения счетчика мы как раз пользуемся Ephemeral State, где значение count мы храним в классе MyHomePageState. И только он знает о нем. Для этого состояния все, что вам нужно, это stateful widget и его метод setState. Application State используется, когда необходимо передавать данные между экранами, виджетами или пользовательскими сессиями. В таком типе состояния можно хранить, например, данные бизнес-логики, настройки, загруженные с сервера данные, пользовательскую корзину интернет-магазина и так далее. Для такого типа данных нет строгого правила по методологии хранения. Можно использовать setState или scoped model, или Redux, или Provider. То есть ваш выбор зависит от сложности и характера вашего приложения. Самый яркий пример использования Application State – это Inherited Widget. В нем можно хранить данные, обращаясь к нему из любого виджета ниже по иерархии в приложении. SetState – это подход к управлению состоянием, используемый в стандартном приложении счетчика Flutter. Поскольку приложение Flutter состоит из виджетов, управление состоянием также осуществляется виджетами. Точкой входа в управление состоянием является stateful-widget. Так как состояние виджета может изменяться несколько раз в течение его жизненного цикла, то нам необходимо унаследоваться от stateful-виджета. Таким образом, мы будем поддерживать состояние нужного нам виджета, а также его дочерних состояний. Помимо этого, stateful-widget предоставляет для унаследованного виджета состояние state, когда виджет создается впервые с помощью метода createState. State имеет в себе generic t, где t это унаследованный виджет, в моем случае MyHomePage. А затем уже в самом state виджете мы можем использовать метод setState для изменения его состояния при необходимости, что приведет к перестройке метода build, а он в свою очередь перерисует нам весь интерфейс. Итак, давайте рассмотрим на простом примере. Значит, у меня есть виджет MyHomePage с поддержкой состояния. В этом виджете мы будем отображать рейтинг. Наш пользовательский интерфейс мы будем реализовывать в виджете MyHomePageState, который реализует состояние state. Почему весь интерфейс нужно делать именно в этом виджете? Потому что он обеспечит повторную визуализацию пользовательского интерфейса всякий раз, когда будет изменяться состояние виджета. Итак, здесь я использую 3 звезды, созданные с помощью виджета IconButton, и расположил их по центру с помощью виджета Row в одной строке. Идея состоит в том, чтобы показать рейтинг через последовательность синих звезд. Например, если рейтинг 2 звезды, то первые 2 звезды будут синими, а последняя белой. Все решения о том, какой виджет будет показан в данный момент на экране, применяются прямо в коде декларации UI. И теперь реализуем методы setState для изменения или установки состояния. У IconButton есть метод onPressed, где мы будем реализовывать с вами метод setState. В первой звезде мы установим рейтинг равный единице. В
Второй звезде мы установим рейтинг равный 2. И третьей звезде мы установим рейтинг 3. То есть понятно, по нажатию на метод onPressed он будет вызывать нам метод setState, который хранит наш виджет состояния. В результате чего у нас будет изменяться состояние виджета и перерисовываться наш пользовательский интерфейс. Давайте сохраним и проверим. Например, я нажму на третью звезду. Таким образом, вызов метода setState оповещает фреймворк о том, что внутреннее состояние данного объекта, в моем случае IconButton, изменилось и может повлиять на пользовательский интерфейс в поддереве. Это является причиной вызова фреймворком метода build у этого объекта состояния. Состояние stateful виджетов сохраняется между перерисовками интерфейсов, но только до тех пор, пока виджет нужен, то есть реально находится на экране. Итак, какие плюсы данного подхода? Ну, во-первых, это низкий порог вхождения, и во-вторых, не требуются сторонней библиотеки. Какие минусы у этого подхода? Во-первых, при изменении состояния виджета, дерево виджетов каждый раз целиком пересоздается. Во-вторых, нарушается принцип единственной ответственности. То есть виджет отвечает не только за создание UI, но и за загрузку данных, бизнес-логику и управление состоянием. Ну и в-третьих, решения о том, как именно отображать текущее состояние, применяются прямо в UI-коде. Если состояние станет более сложным, то читаемость кода сильно понизится. Ранее в курсе мы выяснили, что виджеты во Flutter приложении образуют собой вложенную иерархическую структуру в виде дерева виджетов, начиная от самого верхнего уровня MyApp. Это удобно, когда верстаешь экран, но крайне неудобно, если нам нужно передать данные от верхнего виджета к нижнему по всей иерархии, или запросить данные от нижнего виджета к верхнему. Такую передачу данных еще называют lifting state up. Здесь на помощь придет Inherited Widget, который также является техникой управления состоянием. Вы, наверное, видели конструкцию что-то наподобие этой. Так вот, это использование Inherited Widget. У Inherited Widget есть специальный статичный метод off, который можно вызвать отовсюду, вниз по иерархии дерева виджетов. Таким образом, мы можем создавать центральное хранилище данных в приложении, что позволит эффективно делиться состоянием приложения по всему дереву всех виджетов. Итак, давайте рассмотрим на простом примере. У меня есть приложение Inherited Widget Example. Класс MyApp содержит в себе MyHomepage. MyHomepage у меня унаследован от stateful виджета. И данный виджет имеет состояние state. Сам state содержит у меня переменную counter и метод, который получает значение счетчика. И также два метода, которые увеличивают значение счетчика на единицу и уменьшают на единицу. Помимо этого, HomePageState у меня также содержит виджет AppRootWidget, который в свою очередь унаследован от Stateless виджета. И он у нас будет являться главным, как бы root виджетом, как вы можете заметить справа на экране. Сам по себе AppRootWidget также содержит два child виджета, Counter и еще один виджет Counter. Они у меня также реализованы от Stateless виджета. И вот как раз Counter позволяет менять значение счетчика на экране, используя метод onPressed у IconButton. Окей, теперь как мне сделать, чтобы при нажатии на кнопку одного из дочерних виджетов обновлялся счетчик корневого виджета. У AppRootWidget мы setState, естественно, вызвать не можем, так как он не stateful виджет. Аналогично и с виджетом Counter. Можно, конечно, исхитриться, сделать разные callbacks, менять как-то пользовательский интерфейс и так далее. Но это не то, что нам нужно. И вот как раз на помощь нам придет Inherited Widget. Весь код я не стал, конечно, разбивать по разным файлам, чтобы было нагляднее все видно. Итак, для того, чтобы создать Inherited Widget, нам необходимо выполнить всего 4 шага. Первый шаг: нам необходимо создать класс и унаследовать его от Inherited Widget. Класс я назову как MyInheritedWidget.
И унаследуем наш класс от inheritedWidget. Далее в этом классе мы определяем переменную или значение, или состояние, которое хотим изменить. В моем случае я буду хранить состояние stateful виджета myHomePageState. И переменную я назову как myState. И также давайте реализуем конструктор. Этот конструктор у нас будет принимать наше состояние. Также его пометим ключевым словом required. Помимо этого наш конструктор будет содержать key. И также принимать виджет, который будем оборачивать в inheritedWidget. И реализуем супер. Помимо этого, inheritedWidget содержит в себе обязательный метод, который необходимо реализовать. И этот метод называется updateShouldNotify. Как вы можете заметить, это boolean метод, который определяет, нужно ли обновлять дочерние виджеты. Здесь мы берем наше значение и сравниваем его со старым значением. Если наше значение обновилось, то возвращаем true и меняем это значение. Только здесь в качестве типа мы должны передать наш myInheritedWidget. И теперь для того, чтобы предоставить наши данные всем дочерним виджетам по дереву, необходимо еще у этого класса реализовать статичный метод of, который будет вызывать buildContext. Данный статический метод у нас будет возвращать контекст depend on inheritedWidget of extractType. Таким образом, мы с вами выполнили первый шаг, создали класс, унаследованный от inheritedWidget. Вторым шагом мы должны определить или создать stateful widget, в котором должны быть соответствующие состояния. И в этом виджете будем реализовывать всю логику по обновлению нужных нам переменных. В моем случае это myHomePageState, где хранится нужная мне для обновления переменная counter. Итак, с виджетом мы определились. Третьим шагом нам необходимо разместить наш inherited виджет в корень дерева виджетов, чтобы все дочерние виджеты могли получить доступ к состоянию. В моем случае я буду изменять только корневой и дочерние счетчики. Поэтому оберну виджет AppRootWidget в inheritedWidget. В качестве состояния я передаю сам этот виджет myHomePageState. А в параметр child я передам AppRootWidget. Таким вот образом мы с вами обернули наш AppRootWidget в виджет myInheritedWidget. Таким образом, состояние, которое хранит myInheritedWidget, распространится также и на AppRootWidget, и на дочерние виджеты counter. Ну и последним, четвертым шагом осталось получить состояние или данные родительского виджета с помощью нашего статического метода of. В методе build создадим перемену, я назову ее как rootWidgetState. Теперь мы обращаемся к нашему myInheritedWidget и вызываем у него статический метод of. В качестве параметра передадим контекст и обращаемся к нашему состоянию. И теперь с помощью нашей переменной rootWidgetState мы можем получить переменные и методы, которые хранятся в myHomePageState. Обращаемся здесь к counterValue через rootWidgetState, чтобы при нажатии на кнопку у нас
изменялось значение у root виджета. И также реализуем такую же переменную и у дочернего виджета counter. И теперь необходимо реализовать методы onPressed. То есть здесь у нас по нажатию на кнопку минус у нас будет счетчик уменьшаться на единицу. Для этого вызываем метод decrementCounter. А при нажатии на плюс будем увеличивать наш счетчик. За это отвечает метод incrementCounter. Ну, в принципе, и все. Давайте сохраним, проверим работу нашего приложения. Как видите, я нажимаю на первый дочерний виджет, у нас изменяется состояние, точнее значение счетчика у него. Также у второго дочернего виджета и у нашего root виджета. Как видите, у нас все работает. Таким образом, любой виджет в иерархии приложения теперь имеет доступ к переменным и методам у нашего виджета MyHomePage. Ну, какие плюсы можно здесь выделить? Во-первых, низкий порог вхождения. Во-вторых, мы с вами, как я уже сказал ранее, получили доступ ко всем переменным и методам нашего виджета MyHomePage. К минусам относится то, что у нас при обновлении состояний перестраивается все дерево виджетов. И также бизнес-логика и состояние находятся вместе, а не раздельно. Scoped Model – это сторонняя библиотека. Вот как разработчики ее описывают. Это набор утилит, который позволяет передавать модель данных виджета предка всем его потомкам. В дополнение к этому, когда данные модели изменяются, все потомки, которые используют модель, будут пересозданы. Будем использовать такой же экран, как и в прошлом примере, но с использованием уже Scoped Model. Для начала нам необходимо добавить библиотеку Scoped Model в проект. Сама библиотека находится на pub.dev. Найдем ее. Вот эта библиотека. И добавим Scoped Model файл pubspec.yaml в секцию Dependencies. И после этого ее необходимо импортировать. Данная библиотека дает возможность создавать специальные объекты models, а также использовать метод notify_listeners для отслеживания любого изменения свойства объекта модели. Итак, для того, чтобы реализовать Scoped Model, необходимо выполнить также несколько шагов. Первым шагом, что нужно сделать, это создать класс модели состояния и унаследоваться от Model. Давайте класс я назову как MyModelState. Но обычно state не пишут. Я для примера напишу. И унаследуемся от Model. И в нашу модель состояния давайте перенесем переменную counter и вот эти три метода. Сделав такую операцию, теперь наш виджет MyHomePage не отвечает за управление состоянием, бизнес-логику и за изменение данных. Так как теперь наш MyModelState содержит и управляет состоянием. Для того, чтобы оповестить слушателей, в данном случае это наши потомки, counter, о том, что произошло изменение, необходимо вызвать метод notify_listeners. Вызывать мы будем его в методах incrementCounter и decrementCounter. Давайте я их распишу. Вызываем у этого метода notify_listeners. И то же самое проделываем со вторым методом. Таким образом, при изменении счетчика этот метод будет сообщать всем его потомкам в дереве виджетов об этом изменении.
Это мы с вами выполнили первый шаг. Вторым шагом необходимо сделать нашу модель доступной для потомков виджета. Для этого необходимо обернуть нужный нам виджет в Scoped Model, чтобы все дочерние виджеты могли получить доступ к состоянию. В данном случае я буду оборачивать в Scoped Model виджет AppRootWidget. Для этого вызываем Scoped Model. Сюда передаем ей тип MyModelState. Итак, давайте наведем на Scoped Model и посмотрим, какие параметры он содержит. Первый параметр, он принимает модель, которую мы с вами создали, а вторым параметром идет Child, то есть виджет, который необходимо обернуть в Scoped Model. Поэтому в первый параметр Model мы передадим наш MyModelState, а в Child я передам AppRootWidget. Отлично, и теперь переходим к третьему шагу. В предыдущем примере каждый раз при изменении состояния виджета, дерево виджетов целиком пересоздавалось. Но надо ли нам на самом деле пересоздавать дерево виджетов целиком? Например, бар никак не меняется, и нет никакого смысла его пересоздавать. В идеале стоит пересоздавать только те виджеты, которые должны меняться в соответствии с изменением состояния. И Scoped Model может нам помочь в решении этой задачи. Он предоставляет такой виджет, как Scoped Model Descendant. В качестве типа он принимает нашу модель MyModelState. И данный виджет используется для того, чтобы найти MyModelState в дереве виджетов. Он будет автоматически пересоздан каждый раз, когда MyModelState оповещает о том, что было изменение. Итак, давайте теперь в виджете Counter обернем наши дочерние виджеты. Виджет Scoped Model Descendant для доступа к связанной модели состояния. Этот виджет также имеет несколько параметров: Builder, Child и Rebuild on Change. Давайте мы с вами вызовем параметр Rebuild on Change и поставим его значение True. По поводу этого параметра я расскажу чуть позже. И теперь реализуем у него параметр Builder, который принимает следующие параметры. Это контекст, Child и модель. И будем возвращать нашу карточку карт, которая содержит в себе Icon Button. Теперь нам необходимо при нажатии на кнопку плюс или минус уменьшать либо увеличивать счетчик. Так, здесь мы будем обращаться уже к параметру Model Counter Value. Так, метод onPressed, то есть при нажатии на кнопку минус мы будем вызывать метод Decrement Counter. А здесь при нажатии на кнопку плюс будем вызывать, соответственно, Increment Counter. Так, ну по идее все, давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. И как видите, у нас все работает. По поводу Rebuild on Change. Вы можете его установить в значение False, если текущий виджет не нуждается в обновлении. Например, смотрите, я нажимаю сейчас на кнопку плюс, и у меня значения не меняются. То есть у меня виджет не перестраивается, но само состояние меняется. Какой еще можно привести пример, чтобы вам было понятно? Например, при нажатии на кнопку «Добавить в корзину» состояние приложения обновится, но страница сведения о продукте не будет обновлена. Что и происходит в моем случае. То есть при нажатии на плюс и минус состояние у меня данных виджетов обновляется, но UI виджета не перерисовывается, то есть не меняется. Итак, какие плюсы? Ну, во-первых, управление состоянием, бизнес-логика и изменения или загрузка данных отделены от пользовательского кода. Ну и также низкий порог вхождения. Ну и минус это, во-первых, зависимость от сторонней библиотеки Scoped Model.
И если модель станет достаточно сложной, будет тяжело уследить, когда действительно необходимо вызвать метод Notify Listeners, чтобы не допускать лишних пересозданий. Управление состоянием приложения через провайдер является официально рекомендованным способом управления состоянием для приложений любого размера. Он очень похож на Scoped Model в разделении логики и обновлении состояния приложения от дочерних виджетов вниз по дереву виджетов. Кроме того, вы можете указать несколько состояний в корневом виджете приложения. Провайдер – это виджет, который будет владеть данными и будет доступен везде в вашем приложении внутри билд-контекста. Это место, где вы можете сохранить, например, аутентифицированную информацию о пользователе и получить информацию в любом виджете, не делая никаких других вызовов API или чего-либо еще. Можно сказать, что провайдер – это смесь между инъекцией зависимостей и управлением состояниями. Поскольку приложение Flutter состоит из иерархии виджетов, разумно предположить, что нам также необходимо использовать иерархический подход к управлению состояниями. С провайдером мы будем использовать подход сброса данных или Data Down. Это означает, что данные будут вставлены над виджетом, то есть выше в иерархии, который должен получить к нему доступ. Итак, прежде чем перейдем к типам провайдера, сначала рассмотрим, что такое Notifiers. Notifiers. Они обрабатывают уведомления провайдеров о том, что что-то изменилось. Часто используемые нотиферы это Change Notifier и Value Notifier. Change Notifier – это простой класс, который входит в пакет Flutter SDK и предоставляет своим слушателям уведомления об изменениях. Change Notifier будет уведомлять о любых изменениях в классе, так как он отслеживает объект в целом. Чтобы его использовать, необходимо созданный класс унаследовать от Change Notifier, в результате чего мы получим доступ к методу Notify Listeners. Этот метод будет вызываться каждый раз, когда ваша модель изменяется таким образом, что это может повлечь изменения пользовательского интерфейса вашего приложения. Все остальное в классе MyChangeNotifier – это сама модель и ее бизнес-логика. Value Notifier. Он похож на Change Notifier, который содержит одно значение. Когда значение заменяется чем-то, что не равно старому значению, то этот класс уведомляет своих слушателей. Используется так же, как и Change Notifier. Таким образом, используйте Value Notifier, если вам нужно перестроить виджеты при изменении одного значения. К примеру, изменить Title у AppBar. И используйте Change Notifier, если вы хотите большего контроля при вызове Notify Listeners. К примеру, работа с сетью. Это все, что касается Notifiers. Теперь рассмотрим типы провайдеров. Мы рассмотрим основные типы распространенных провайдеров. Итак, это сам провайдер, потом Change Notifier провайдер, Future провайдер, Stream Builder и Stream провайдер и мультипровайдер. Есть и другие провайдеры. Это Listenable провайдер и Value Listenable провайдер и другие. Провайдер. Он только передает хранимое значение вниз по дереву. Причем обратиться к нему можно только после дочернего метода build. То есть необходимо построить подчиненный виджет. Он никак не отвечает за обновление виджетов. Как его использовать? В нашем приложении мы будем использовать вот такой вот синтаксис, где listen это необязательный параметр. Для того, чтобы предоставить доступ к нашему состоянию. То есть провайдер of t-контекст берет ваш текущий контекст и ищет в дереве виджетов ближайший экземпляр t. То есть то состояние, которое получит ваш виджет. Если провайдер использует дорогостоящую логику, тщательно продумайте его размещение, чтобы при пересчете логики производительность не терялась. Следующий тип провайдера это Change Notifier провайдер. Этот тип провайдера является реализацией шаблона проектирования Observer. Чтобы использовать класс, унаследованный от Change Notifier, нам нужно внедрить его в наше дерево виджетов. И это делается с помощью Change Notifier Provider, который мы должны разместить в родительском виджете, где нам нужно получить доступ к данным. В результате чего он будет перестраивать дочерние виджеты при каждом вызове метода Notify Listeners.
Общая концепция заключается в том, что мы определяем родительский виджет, который будет уведомлять любые другие виджеты, находящиеся на прослушивании, когда происходит изменение. Future провайдер. Он применяется при работе с future объектами и обрабатывает их. И обработанный результат передается дочерним виджетам, которые его слушают для изменения своего состояния. Stream Builder. Это виджет, который следит за потоком и при получении из потока нового объекта перестраивается полностью. А Stream Provider это тоже виджет, который также следит за потоком и при получении нового объекта сигнализирует, что дочерние виджеты должны перестроиться, то есть те, которые объявлены отдельным классом с методом build. Мультипровайдер. Он содержит список или массив всех различных провайдеров, используемых в приложении для их внедрения в дерево виджетов. Это все, что касается типов провайдера. И осталось рассмотреть, что такое Consumer и Selector. Consumer. Этот виджет не выполняет никакой интересной работы. Он просто является своего рода слушателем событий, генерируемых Change Notifier путем вызова Notify Listeners. Селектор это эквивалент Consumer, который может фильтровать обновления, выбирая ограниченное количество значений и предотвращает перестройку виджета, если эти значения не меняются. Другими словами, это Consumer с наложенным на него фильтром. Итак, рассмотрим провайдер на примере. Структура нашего приложения будет выглядеть следующим образом. Приложение содержит 3 экрана, где на каждом экране реализован свой тип провайдера. Но структуру приложения разберем на примере экрана MyCountPage, на котором реализован Change Notifier Provider. Оранжевым цветом выделены виджеты, которым требуется изменить состояние. Чтобы не хранить состояние во всех оранжевых виджетах, мы его вынесем в отдельный класс и делаем наше состояние общим для оранжевых виджетов. Далее мы, к примеру, нажимаем на Icon Button. Тем самым говорим Shared State о том, что мы хотим что-то поменять. В данном случае увеличить счетчик на единицу. В свою же очередь Shared State должен отреагировать на это нажатие, тем самым уведомив другие виджеты. Как ему это сделать? Класс Shared State унаследован от класса ChangeNotifier, который в свою очередь дает доступ к методу Notify Listeners. И этот метод как раз таки и отправляет уведомление оранжевым виджетам о том, что что-то изменилось в Shared State. Но просто так отправить уведомление из Shared State ему не получится, так как откуда он знает, каким виджетам требуется новое состояние или событие. И здесь на помощь нам приходит Change Notifier Provider, которым мы оборачиваем родительский виджет, отвечающий за все дерево виджетов, которые он в себе содержит. То есть мы оборачиваем этим провайдером виджет Scaffold. Можно, конечно, и обернуть и Material App. Теперь наше приложение имеет доступ к экземпляру Shared State. И все, что остается сделать, это оранжевые виджеты обернуть в слушателя, Consumer, который будет слушать события, генерируемые Change Notifier путем вызова Notify Listeners. Это как первый вариант. Предлагаю рассмотреть второй вариант того, как можно получить доступ к Shared State. Для этого можно воспользоваться самим провайдером, используя у него статический метод of с контекстом, и все состояние, которое он в себе содержит, поместить в переменную, к примеру, data. И затем, используя переменную data, менять состояние у оранжевых виджетов, не оборачивая их в Consumer. Это напоминает работу Scoped Model. Точно по такому же принципу работают и остальные два экрана с Future Provider и Stream Provider. Итак, перейдем к нашему приложению. Итак, класс MyApp содержит в себе Material App и Scaffold. Сам Scaffold, в свою очередь, содержит в себе 3 экрана: MyCountPage, UserPage и EventPage, используя Tab Bar View. Предлагаю по той схеме, которую я вам объяснил, реализовать первый экран MyCountPage. Давайте мы перейдем к данному виджету. MyCountPage унаследован от Stateless виджета. И данный класс содержит в себе текст, значение которого требуется менять, и 2 виджета Icon Button, отвечающие за увеличение и уменьшение счетчика через метод onPressed. Итак, я уже подготовил класс, который называется CountProvider,
И он унаследован у меня от ChangeNotifier. Данный класс содержит в себе переменную count и три метода counterValue, incrementCount и decrementCount. И у этих двух методов реализован метод notifyListeners, который будет отправлять уведомления или события. Это вся бизнес-логика данного класса. Вторым шагом нужно обернуть родительский виджет, отвечающий за все дерево виджетов, в ChangeNotifier Provider. Тип провайдера, которым требуется оборачивать родительский виджет, зависит от класса, который хранит в себе логику. В моем случае это аккаунт-провайдер, унаследованный от ChangeNotifier. Для того, чтобы использовать ChangeNotifier Provider, необходимо подключить библиотеку Provider с сайта pub.dev. Переходим на этот провайдер. Давайте мы его установим в Dependencies. И получим данный пакет. Итак, как я сказал ранее, нам необходимо использовать ChangeNotifier Provider. Но в нашем примере мы будем использовать несколько типов провайдера. Поэтому обернем виджет Scaffold в мультипровайдер, который будет хранить массив наших провайдеров. Предлагаю обернуть не Scaffold, а Default Tab Controller, так как он на уровень выше Scaffold. Хотя можно и Scaffold. Давайте мы подключим наш провайдер FileMain.dart. И теперь обернем Default Tab Controller в мультипровайдер. У него есть такой параметр, как Providers, который будет хранить в себе список всех провайдеров. И здесь мы вызываем ChangeNotifier Provider с инициализатором Value. Но перед Value укажем тип для нашего ChangeNotifier Provider. Это Count Provider. И в качестве Value мы как раз и передадим наш Count Provider. И далее у мультипровайдера вызовем параметр Child, куда мы передадим наш весь Default Tab Controller. Давайте перестроим наше приложение и посмотрим, что у нас получится. И как видите, у нас ничего не происходит. И теперь реализуем два варианта обращения к нашему состоянию. Первый вариант. Воспользуемся самим провайдером. Он должен реализовываться после метода build. Давайте я создам переменную, назову ее state. Теперь вызываем сам провайдер. Вызываем у него статический метод of, который в качестве параметра принимает контекст. Перед of мы укажем тип нашего провайдера. Это count provider. И теперь, используя данную переменную, мы будем изменять значение у нашего текста. Обращаемся к нашей переменной state и вызываем у нее метод counterValue. И также давайте реализуем метод onPressed у первого IconButton. IconButton у нас будет отвечать за уменьшение счетчика на единицу. Отлично, это мы с вами воспользовались первым вариантом обращения к нашему состоянию. Теперь воспользуемся вторым вариантом. Давайте мы наш IconButton обернем в слушателя Consumer. В качестве типа укажем наш CountProvider. У Consumer мы должны реализовать метод Builder. В качестве параметров он принимает контекст, потом некоторое value и child. И здесь мы будем ему возвращать наш IconButton. И теперь реализуем метод onPressed у IconButton. Для этого мы используем переменную value и вызываем у нее метод incrementCount. Тем самым мы получили доступ к нашему общему состоянию через consumer переменную value. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. И как видите, у нас все хорошо работает. Это мы с вами реализовали работу у ChangeNotifier Provider у первого экрана.
Теперь реализуем второй экран. Он уже использует Future Provider. Я подготовил нужные классы и методы для загрузки и считывания файла user.json, который находится у меня в проекте в папке Assets. Это обычный JSON. За второй экран отвечает у меня виджет MyUserPage, который также унаследован от Stateless виджета. Итак, я здесь реализовал модель user и модель userList. Модель user у меня парсит файл users.json, то есть каждого пользователя, и передает каждого пользователя в качестве массива классу userList, где мы собираем всех пользователей и превращаем их в список. Итак, давайте посмотрим на класс userProvider. Данный класс у меня содержит две переменные. Это список пользователей и путь к файлу user.json. Далее идет метод загрузки самого файла users.json. И далее мы загружаем уже всех пользователей. Но перед тем, как использовать users.json, нам его необходимо подключить к нашему приложению. Это делается в файле pubspec.yaml. В разделе Assets. Здесь мы устанавливаем путь к нашему файлу. Итак, второй стейт у нас готов, и он содержит всю бизнес-логику, необходимую для загрузки наших пользователей. И теперь нам необходимо обернуть виджет Default Tab Controller во Future Provider. Для этого вызываем Future Provider и у него реализуем параметр Create. В качестве параметра он принимает контекст, но контекста у нас нет, поэтому я здесь поставлю нижнее подчеркивание. Так как у нас метод асинхронный, то напишем async. И далее будем возвращать наш user provider, у которого будем вызывать метод loadUserData. Ну и теперь осталось получить доступ к нашему состоянию второго экрана. Давайте перейдем ко второму экрану. И здесь предлагаю в Consumer обернуть виджет Expanded. В качестве типа мы передадим наш user provider. У Consumer необходимо также реализовать builder, который будет принимать контекст, потом перемену users. Перемена users будет возвращать list user. И третий параметр это child. Ну, child мы не используем, поэтому я поставлю нижнее подчеркивание. И consumer будем возвращать expanded. Итак, давайте сначала реализуем условия. Если users у нас равен null, тогда мы будем отображать Circular Progress Indicator. А если наши пользователи отобразились, то будем их отображать в виджете ListView с инициализатором Builder. Итак, сначала мы должны изменить item count, то есть сколько элементов содержит наш список. Для этого обращаемся к переменной users, вызываем у нее range. Ну и далее в виджете текст мы должны отобразить всех наших пользователей. Сначала будем отображать first name, потом last name. И затем веб-сайт. Так, он у меня тут ругается. Давайте мы у него тип этот уберем, чтобы он не ругался. Отлично, давайте перестроим теперь наше приложение и посмотрим, что у нас получится. Итак, проверяем. Переходим на второй экран.
И как видите, мы с вами получили список наших пользователей. Только давайте Circular Progress Indicator установим Widget Center. И, кстати, задержка при получении пользователей стоит у меня на 2 секунды. Таким вот образом работает Future Provider. То есть мы создаем модель и бизнес-логику, в которой вызываем необходимый метод для получения наших данных. И осталось реализовать третий экран, в котором мы будем работать уже со стрим-провайдером. За третий экран у меня отвечает виджет My Event Page. Вот вся его реализация данного виджета. Я также подготовил уже необходимый провайдер, который я назвал Event Provider. Он каждые 2 секунды будет увеличивать наш счетчик на единицу. Итак, давайте наш scaffold также обернем в Stream Provider. У него реализуем параметр create, который нам будет возвращать Event Provider с вызовом метода int_stream. И помимо этого наш стрим-провайдер мы проинициализируем нулевым значением. То есть initial data мы установим значение 0. Чтобы наш счетчик начинался с нуля. И теперь давайте снова получим доступ к нашему новому состоянию для третьего экрана. Здесь я воспользуюсь обычным провайдером. К примеру, переменную я назову как value. Мы будем обращаться к нашему провайдеру, вызывая у него метод of, который принимает контекст. И методу of отдадим тип int, так как он у нас работает с целочисленными значениями. И здесь все, что мы будем изменять, это значение у виджета текст. И у value мы будем вызывать метод toString. Давайте снова перестроим наше приложение и посмотрим, как оно будет работать. Итак, давайте перейдем на третий экран. И теперь у нас каждые 2 секунды наш счетчик должен увеличиваться на единицу. Я, ребята, не стал выносить классы в отдельные экраны и в модели, для того, чтобы было все в одном месте, чтобы вам было все понятно и наглядно. Поначалу провайдер выглядит, конечно, пугающе со всеми его классами. Но главное не думать о количестве классов, а стоит думать о том, как он в принципе работает, какие шаги требуется выполнить. Главное определиться с логикой, какую именно часть вынести в нужный провайдер, что в принципе я и показал в этом видео. Небольшая такая ремарка. Когда при каждом событии надо перестроить большую часть экрана, то можно использовать вариант с провайдер. Когда же надо перестроить части дерева виджетов, близкие к листьям, то для исключения лишних перестроений дерева целесообразно использовать consumer. Из преимуществ можно выделить разделение бизнес-логики и представления с помощью создания вот таких вот моделей. Тестировать такие модели легче за счет отсутствия дополнительных усилий на создание виджетов, в которых это состояние используется. Одна из основных проблем такой архитектуры – это сложность в понимании того, какое свойство было изменено и с какой модели произошло уведомление виджетов об этом изменении. Это все, что касается провайдера. Всем привет! В некоторых случаях вам, возможно, потребуется сохранить какую-нибудь информацию в файл на диск, а затем считать ее из файла. Например, сохранить данные и отображать их при каждом запуске приложения. Для работы с файлами на устройстве нам поможет такой плагин, как Patch Provider, который предоставляет работу с файловой системой устройства. А также для чтения и записи файла нам потребуется библиотека Dart.io. Первым делом давайте подключим плагин Patch Provider, который находится на сайте pub.dev.
Данный плагин обеспечивает независимый от платформы способ доступа к часто используемым расположениям в файловой системе устройства. В настоящее время плагин поддерживает доступ к двум расположениям файловой системы. Это Temporary Directory, временный каталог или кэш, который система может очистить в любое время, и Documents Directory, то есть каталог документов. Это каталог в приложении для хранения файлов, к которым имеет доступ только он. Система очищает каталог только при удалении приложения. Итак, перейдем на вкладку Install, скопируем наш пакет и его поместим в PubSpec YAML, в ветку Dependencies. В нашем примере файл будет храниться в каталоге документов. Итак, перед вами простое приложение, у которого реализован текст field, а также две кнопки Load и Save. При нажатии на кнопку Load мы будем загружать содержимое файла в текст field, а при нажатии на кнопку Save мы будем сохранять данные из текст филда в файл. Ну и ниже у меня реализованы две метки. Первая метка у меня будет отображать полный путь к файлу, а вторая метка будет отображать контент, который находится в файле. Итак, первое, что нам нужно сделать, это найти путь к каталогу документов. Давайте создадим метод, который это будет делать. Метод у нас будет возвращать объект future с типом string. Итак, метод я назову как getLocalPath. Метод у нас будет асинхронный. При работе с файлами все методы асинхронные. Итак, для начала получим путь к каталогу документов. Давайте создадим переменную, и я назову ее как директория. И теперь, чтобы получить путь к каталогу документов, воспользуемся таким методом, как getApplicationDocumentsDirectory. И далее мы вернем путь до нашего каталога. Теперь давайте получим ссылку на местоположение нашего файла. Также у нас будет метод возвращать future с типом file. И метод я назову как getLocalFile. Он тоже у нас будет асинхронный. Создадим переменную patch, которая будет принимать наш метод getLocalPath. И далее нам необходимо вернуть файл. Объект файл находится у нас в пакете Dart.io, поэтому подключим данный пакет. И файл нам создает объект типа файл, где в качестве параметра мы должны передать полный путь к нашему файлу. Так, и давайте наш файл я назову как demo localfile.txt. Предлагаю название файла вынести в переменную. К примеру, переменную я назову как localFileName. Давайте создадим данную переменную. Это у нас будет переменная константа типа string. Отлично, мы теперь знаем, где лежит наш файл и как он называется. Следующее, что надо сделать, это создать метод, который будет записывать в файл некоторую информацию. Метод давайте я назову как writeText-to-local-file. В качестве параметра он будет принимать некий текст, который мы будем вводить в текст-филде. Итак, давайте здесь создадим переменную файл. И ей мы отдадим наш метод getLocalFile. И теперь нам необходимо вызвать метод записи информации в файл. Для этого берем нашу переменную файл, вызываем такой метод, как writeAstring. В качестве параметра мы передадим текст. Ну и осталось реализовать метод для чтения данных из файла. Метод я назову как readTextFromLocalFile.
Опять же, он будет асинхронным. Чтение файла мы будем производить в блоке try-catch. Итак, нам потребуется дополнительная переменная типа string, в которую мы будем помещать считанную информацию из файла. Итак, если нам не удалось прочитать файл, то мы в контент запишем ошибку. И выведем саму ошибку. А в блоке try мы попробуем прочитать наш файл. Давайте мы создадим переменную файл. Получим наш файл через метод getLocalFile. И всю информацию, которую содержит наш файл, мы поместим в переменную content. Для этого у файла мы вызовем такой метод, как readAsString. И после того, как мы прочитали файл, поместили всю информацию в нашу переменную content, нам необходимо обновить пользовательский интерфейс. Для этого необходимо в этом методе вызвать метод setState. И давайте наш контент передадим в некую переменную. К примеру, я назову ее как local file content. Давайте мы создадим данную переменную. По умолчанию мы ее проинициализируем пустой строкой. Вот и все. Осталось наши методы вызвать в пользовательском интерфейсе. Итак, значит, при запуске приложения сначала пробуем получить файл и прочитать его. Для этого наш метод мы будем вызывать в методе initState. Итак, при запуске приложения мы считываем наш файл, используя метод readTextFromLocalFile. И в этом методе нам еще необходимо получить путь к нашему файлу и отобразить этот путь вот в этой метке. Для этого давайте я создам еще одну вспомогательную переменную, которую я назову как localFilePath. И он будет у меня содержать название файла. Теперь мы обращаемся к методу getLocalFile для того, чтобы получить полный путь до нашего файла. Вызываем у него метод then, так как это future. В качестве параметра then мы передадим файл. После того, как мы получили путь, вызовем метод setState. И далее обращаемся к нашей переменной localFilePath и отдаем ей путь, который находится в файле, вызвав такое свойство, как path. Отлично, то есть при запуске приложения мы считываем информацию с файла, потом мы получаем полный путь к нашему файлу и размещаем этот путь в переменную localFilePath. И далее, используя эту переменную, мы отобразим полный путь к нашему файлу в первой метке. Что и предлагаю сейчас сделать. За первую метку у меня отвечает данный виджет текст. Здесь я просто обращаюсь к нашей переменной, которая будет хранить полный путь до нашего файла. И также давайте отобразим контент, который будет содержать файл во второй метке. Для этого я просто обращусь к переменной localFileContent. Ну и осталось реализовать два метода. У кнопки load и save это onPressed. Значит, при нажатии на кнопку load мы будем загружать наш файл. Метод у нас будет асинхронный. Итак, сначала мы считываем информацию из файла. Итак, когда мы нашу информацию считали из файла, то эту информацию давайте выведем также в TextField. Для этого обратимся к текст-контроллеру и вызовем у него свойство текст, в которое мы передадим наш контент, который содержится в файле. И давайте также автоматически установим фокус на наш TextField. То есть, когда мы нажимаем на кнопку Load, мы сразу фокусируемся на нашем TextField. Более подробно вы можете прочитать в документации, что такое Focus Scope у TextField. И давайте выведем какой-нибудь лог в наш debug консоль о том, что у нас информация из файла загрузилась успешно.
Лог находится в пакете Dart Developer. Давайте также его подключим. Итак, мы с вами реализовали загрузку нашего файла. Теперь реализуем сохранение информации из текст-филда в наш файл. Это у нас также асинхронный метод будет. Итак, при нажатии кнопки Save давайте будем вызывать наш метод WriteText to Local File. И текст мы будем принимать из нашего текст-филда. Для этого обращаемся к его текст-контроллеру и вызываем у него свойство текст. И когда мы записали наш файл, то давайте будем очищать наш текст-филд. Для этого у текст-контроллера можно вызвать метод clear. И после этого снова считываем информацию с нашего файла. То, что мы с вами записали. И давайте также выведем в debug консоль информацию о том, что у нас файл успешно записан. Отлично, давайте перезапустим наше приложение. Итак, мы с вами получили полный путь к нашему файлу. А также получили ошибку о том, что no such file or directory, то есть файл не найден. Хорошо, давайте что-нибудь запишем в наш файл. К примеру, тест. И нажму я на кнопку Save. Как видите, информация в наш файл записалась. Теперь попробуем загрузить информацию из нашего файла в текст-филд. Для этого я нажимаю кнопку Load. Давайте еще что-нибудь запишем туда. Так, информация записалась. И теперь загрузим информацию из файла. Отлично. Видите, как работает Focus Scope. То есть при нажатии на кнопку наш курсор переходит сразу на текст-филд. Это все, что касается записи в файл и чтения из файла. Итак, что такое Shared Preferences? Если вы хотите хранить небольшое количество постоянных данных на диске, которые пользователи могут использовать позже при запуске мобильного устройства, то использование плагина Shared Preferences является одним из способов сделать это. Он хорошо работает с небольшой коллекцией данных, которые имеют пары ключ значения. Shared Preferences во Flutter – это плагин-обертка для NS User Defaults в iOS и Shared Preferences на Android. Мы не используем базу данных для сохранения небольших значений, потому что тогда вам нужно будет писать длинные коды и вспомогательные классы. Итак, рассмотрим, как использовать Shared Preferences на простом примере. Сначала нам нужно подключить данный плагин в наше приложение. Плагин находится на сайте pub.dev. И здесь напишем Shared Preferences. Перейдем в папочку Install и добавим наш плагин в ветку Dependencies нашего проекта. Итак, я реализовал небольшое приложение, которое содержит две кнопки. Increment, который увеличивает счетчик на единицу, и также переключатель Toggle, при нажатии на который мы меняем значение False на True и наоборот. И также реализована кнопка Reset Data для сброса наших данных по умолчанию. В этом приложении я покажу, как можно работать с типами int и bool, как их значения можно сохранить в память устройства, а затем считывать это значение. Итак, предлагаю объявить две переменные, которые мы будем хранить в памяти. Первая переменная у меня будет типа int, назову я ее как number pref. Она будет по умолчанию иметь значение 0. Вторая переменная у меня будет типа bool. Назову я ее как boolpref. По умолчанию иметь значение она будет false. И давайте еще создадим одну переменную, которую я назову prefs. И она будет у нас типа shared preference. И этот класс у нас содержится в пакете shared preference, который мы с вами подключили. То есть подключаем данный пакет в наше приложение. Через эту переменную мы будем обращаться к методам установки и чтения, которые реализованы в классе Shared Preferences.
Теперь реализуем два метода, которые будут сохранять в память значения наших переменных. Методы будут возвращать у нас объект future с типом null. Итак, первый метод я назову как setNumberPref. В качестве параметра он будет принимать некоторые value. И этот метод у нас является асинхронным. И теперь нам необходимо обратиться к нашей переменной prefs и вызвать у нее метод установки для нужного нам типа. Я сейчас пытаюсь сохранить значение переменной типа int, поэтому я здесь использую setInt. В качестве параметров setInt принимает ключ и значение. Ключ является только строковым значением. Ну, к примеру, ключ давайте я назову как numberPref. И давайте, чтобы наши ключи так не записывать, определим их в какие-нибудь переменные. Итак, у нас будет переменная константа типа string. Переменную назову как numberPrefKey. И она у нас будет содержать строковый ключ numberPref. И также давайте сделаем переменную для типа bool. Отлично. Ну и осталось установить значение. В качестве значения мы передадим наш value. И такой же метод давайте реализуем для нашего типа bool. Только здесь у нас значение будет не int, а bool. И принимать он у нас будет метод setBool. Так, в качестве ключа я здесь установлю numberPrefKey, а здесь я установлю ключ boolPrefKey. И вторым параметром передаем значение value. Методы установки set выполняют у нас две вещи. Во-первых, это синхронно обновляют пары ключ значения, а затем сохраняют данные на диск. Здесь мы обращаемся к нашей переменной numberPref, а здесь мы обращаемся к нашей переменной boolPref. Ну и осталось реализовать методы, которые будут считывать записанные данные из хранилища SharedPreference. Первый метод я назову как loadNumberPref. Он у нас не асинхронный. Итак, когда мы записали наши значения наших переменных в хранилище, их необходимо считывать. И когда мы их считаем, нам необходимо обновить будет пользовательский интерфейс. Для этого в методе loadNumberPref я вызову метод setState. Итак, для того, чтобы считать нужное значение из хранилища, обращаемся к нашей переменной prefs. Здесь мы вызываем у нее метод getInt. И getInt принимает только ключ. То есть, если наше значение отсутствует в хранилище, мы можем получить нулевое значение. И после того, как мы считали наше значение из хранилища, давайте мы это значение поместим в нашу переменную numberPref. И то же самое проделаем с типом bool. Здесь мы уже вызываем метод getBool. И в качестве ключа мы передадим boolPrefKey. И если у нас значение в хранилище не найдено, то будем получать значение false. Таким образом, когда мы считываем информацию из хранилища с помощью методов get, то нам нужно только передать ключ, и все. И по этому ключу уже найдется то значение, которое мы считываем из этого хранилища. Ну и теперь осталось методы чтения поместить в методы установки.
Все, осталось загрузить и проанализировать наше хранилище Shared Preferences для нашего приложения. И затем вызвать методы чтения данных. Делать мы все это будем в методе initState. Итак, сначала надо получить instance у Shared Preferences. Для этого вызываем метод getInstance. И дальше у него вызываем метод then. И в качестве параметра мы передадим, к примеру, prefs. Здесь мы используем метод then, потому что getInstance возвращает нам объект future типа Shared Preferences. Итак, здесь мы реализуем метод setState, в котором мы поместим считывание наших значений у типа int и у типа bool. И теперь методы установки необходимо реализовать у кнопки increment и toggle. Итак, при нажатии на кнопку increment мы будем обращаться к нашему методу setNumberPref. И здесь мы будем вызывать нашу переменную numberPref и увеличивать ее на единицу. А когда мы будем нажимать на кнопку toggle, то мы будем вызывать метод setBoolPref. И в качестве значения мы будем инвертить нашу переменную BoolPref. Давайте перезапустим наше приложение и посмотрим на его работу. Так, давайте нажмем на кнопку Increment. И как видите, у нас ничего не происходит. Потому что я неправильно реализовал setState. Значит, мы здесь что должны сделать? Вызываем setState. И далее нам необходимо переменной нашей приватной prefs вернуть значение prefs. Для этого обращаемся к нашей переменной prefs и присваиваем ей значение данной переменной. Ну и далее, вызываем два метода. LoadNumberPref и LoadBoolPref. Итак, давайте я нажму на кнопку Increment. И как видите, наш счетчик увеличивается. И, к примеру, поменяем значение false на true. И снова перестроим наше приложение. Итак, наше приложение перестроилось. И, как видите, значение наших переменных сохранилось. Помимо этого, мы можем удалить наши сохраненные значения из хранилища Shared Preferences. Для этого давайте реализуем еще один метод, который будет нам возвращать future с типом null. И метод я назову как resetDataPref. Он у нас будет также асинхронный. Итак, мы обращаемся к нашей переменной prefs и вызываем у нее метод remove. В качестве ключа мы должны передать ключ нужного нам типа, который следует удалить. И то же самое проделаем с типом bool. И после этого вызовем методы чтения наших переменных LoadNumberPref и LoadBoolPref. И этот метод повесим на кнопку, отвечающую за сброс данных. Обращаемся к resetDataPref. Давайте перестроим наше приложение снова. Итак, нажимаем на кнопку ResetData. Итак, мы с вами сбросили наши значения у наших переменных. Нажму Toggle, поменяю значение false на true и снова перестрою наше приложение. И как видите, у нас все сохранилось. Вот весь принцип работы. Таким образом, используя Shared Preferences, мы можем легко хранить небольшой кусок данных, такие как идентификаторы устройств, токены API, профили пользователей и так далее. Хотя хранилище ключей и значений простое и удобное в использовании, оно имеет ограничения. Можно использовать только примитивные типы, это int, bool, string и string-list, а также он не предназначен для хранения большого количества данных.
Сохранение данных очень важно для пользователей, так как нецелесообразно грузить одни и те же данные из сети. Разумнее будет сохранить их локально. Почему SQLite? SQLite – это наиболее популярный способ для хранения данных на мобильных устройствах. Для работы с базой данных мы будем использовать такой плагин, как SQFlite. При использовании данного плагина с базой данных SQL вы получите ряд преимуществ, такие как автономность, то есть SQLite плагин обладает минимальной поддержкой от внешних библиотек. Также для реализации SQL вам не потребуется поднимать сервер. Этот плагин все данные считывает и записывает непосредственно из файлов базы данных сразу на диск. Также базу данных не надо устанавливать и долго настраивать, так как плагин обладает минимальными, практически нулевыми настройками. Также все операции с базой данных выполняются в фоновом потоке на iOS и Android, а также все изменения в транзакциях происходят либо полностью, либо не происходят вообще. Ну и плюс этот плагин поддерживает обе платформы iOS и Android. Есть один нюанс. Плагин SQFlite работает только с объектами Map. Если рассмотреть работу плагина вкратце, то чтобы сохранить данные из вашего приложения в базу данных, вам нужно преобразовать ваши данные в объекты Map. А когда вы извлекаете данные из базы данных, вы получаете объект Map, и вы должны его преобразовать в простой объект, прежде чем использовать его в вашем приложении. При работе с плагином SQFlite вам потребуется выполнить всего 3 шага. Первый шаг – это создать модель данных, с которой будет работать база данных. Вторым шагом вам потребуется создать саму базу данных и методы для манипулирования данными. Ну и третьим шагом это связать вашу базу данных с пользовательским интерфейсом. В этом видео я покажу, как реализовать базу данных SQLite в приложении Flutter. SQLite используется для хранения данных в реляционных таблицах на локальном устройстве. База данных является постоянной по своей природе, пока вы не удалите базу данных с устройства. Плагин SQLite используется для реализации базы данных SQLite в приложении Flutter, поэтому реализуем приложение, которое будет выполнять операции CRUD. В качестве примера будем добавлять, обновлять и удалять студента из базы данных. Итак, я уже создал небольшой набросок нашего будущего приложения. Здесь у нас текстовое поле, куда мы будем вводить имя студента. И две кнопки Add и Clear. То есть мы по нажатию кнопки Add будем добавлять нашего студента в базу данных. Ну и кнопка Clear мы будем удалять нашего студента из базы данных, либо очищать информацию из текст-филда. Итак, давайте сначала подключим два плагина в наше приложение. Эти плагины находятся на сайте pub.dev. Обратимся к нашему первому плагину, это SQFlite. SQFlite – это одна из наиболее часто используемых и актуальных библиотек для подключения SQLite базы данных во Flutter приложение. Давайте перейдем на вкладку Install и подключим наш плагин в ветку Dependencies в файле pub.spec.yaml. А также нам потребуется еще одна библиотека для работы с базой данных, которая называется PathProvider. PathProvider он нужен для работы с файловой системой под iOS и Android. Также давайте ее подключим в ветку Dependencies. Перед тем, как работать с базой данных, сначала реализуем модельную структуру данных студента. Для этого создадим папку Model. И в этой папке я создам файл, который назову student.dart. И давайте здесь класс назовем как Student. Данный класс будет у нас содержать два свойства или поля. Это ID нашего студента и его имя. И реализуем конструктор. Данные внутри базы данных будут конвертироваться в maps, поэтому создадим классы моделей с методами toMap и fromMap. Это мы реализовали метод toMap и теперь реализуем метод fromMap.
Все, наша модель готова. Теперь давайте реализуем базу данных SQLite. Для этого создадим также папочку. Назову я ее как db. И в этой папке создадим файл, который назову как database.dart. Итак, класс для базы данных назовем как dbProvider. Для работы с базой данных нам потребуется singleton, то есть это паттерн-одиночка. Мы используем этот паттерн для уверенности в том, что у нас есть только одна сущность класса и для обеспечения глобальной точки входа в него. Итак, давайте реализуем паттерн singleton для нашей базы данных. Перемену я назову как db, и через эту перемену мы и будем обращаться к нашим методам для манипулирования данными в базе данных. И давайте создадим еще одну статическую переменную. Это будет наш объект базы данных. Итак, теперь нам необходимо импортировать нашу библиотеку. Она находится в файле sqlite api.dart. И теперь предоставим getter, где мы создадим объект базы данных, если он еще не был создан. При работе с базой данных все методы асинхронные. Get метод database осуществляет ленивую инициализацию объекта класса database из пакета SQFlite. Итак, давайте в этом методе сделаем проверку. Если наша database не равна null, то мы будем возвращать ее. А если database у нас равна null, то мы создаем экземпляр и возвращаем его. То есть, если у нас нет объекта, присвоенного базе данных, то мы вызываем метод initDB для создания базы данных. Давайте реализуем данный метод. Он тоже у нас является асинхронным. В этом методе мы сначала должны получить путь для сохранения базы данных на устройстве. Для этого я создал переменную dir, которая возвращает тип directory. И теперь здесь вызовем метод getApplicationDocumentsDirectory. Он находится в пакете PathProvider, который мы с вами подключили. То есть этот метод получает путь к каталогу, в который приложение может поместить данные, созданные пользователем. И теперь создадим полный путь к нашей базе данных. Путь будет храниться в переменной path. Берем нашу переменную dir, вызываем свойство path и указываем нашу базу данных, которая будет храниться по данному пути. База данных будет называться как studentDB. Теперь пробуем открыть нашу базу данных, используя метод openDatabase. По заданному пути в качестве параметра мы как раз передадим path. Также openDatabase содержит version. Давайте мы укажем версию нашей базы данных 1. И если наша база не существует по заданному пути, то необходимо ее создать, используя метод onCreate. И давайте метод для создания базы данных я назову как createDB. Теперь реализуем данный метод для того, чтобы создать нашу базу данных. Метод у нас ничего не будет возвращать, а в качестве параметров он будет принимать саму базу данных, ну и версию базы данных. И в этом методе мы будем выполнять SQL запросы, используя метод execute. Итак, для создания желаемой таблицы воспользуемся таким SQL запросом, как create table, и зададим название таблицы. Таблица у нас будет называться как students. Только давайте для удобства обращения я создам переменные для наших полей.
Так, первая переменная у нас будет отвечать за название таблицы. Я ее назову как Students Table. Это наше название таблицы. Вторую переменную давайте я назову как Column ID. Эта переменная будет хранить строковый ID. И третью переменную, которую я создам, это Column Name. Она будет хранить name. Итак, вернемся в наш метод. Здесь я использую createTable, и теперь я заменю строку students на нашу переменную students_table. Итак, мы создаем таблицу, и теперь нам необходимо создать столбцы ID и name. Поэтому здесь я пишу column ID, то есть это наш ID, он будет у нас integer, primary, key. И пусть наш ID будет увеличиваться автоматом. Для этого сделаем такой запрос, как auto increment. И второй столбец у нас будет отвечать за имя нашего студента. Столбец у нас будет содержать только текст, поэтому зададим его как текст. Так, лишний апостроф уберу. Таким образом, наша таблица будет выглядеть следующим образом. То есть название таблицы, и эта таблица содержит столбец ID и name. ID у нас будет primary key, и будет при добавлении студента увеличить свой ID на единицу. Все, теперь осталось добавить методы для манипулирования данными. Начнем с операции чтения. Реализуем метод, который прочитает каждого студента из нашей таблицы. Метод назову как getStudents. Он у нас будет также асинхронным. Давайте подключим нашу модель. Итак, сначала нам необходимо получить нашу базу данных. Получать мы будем нашу базу данных в переменную db. Давайте создам вспомогательную переменную students, map_list назову ее. Теперь мы делаем запрос к нашей таблице, используя метод query. И в метод query мы должны передать название нашей таблицы, students table. Возвращать он нам будет тип list map string dynamic. Итак, берем наш students map list, пробежимся по нему методом forEach. В качестве параметра давайте я задам переменную studentMap. Итак, когда мы получаем студента, нам необходимо его записывать в какой-нибудь массив. Поэтому я давайте создам еще одну переменную, которая будет возвращать лист с типом student. Назову переменную как studentsList. Это у нас будет массив студентов. Итак, берем нашу переменную studentsList, вызываем у нее метод add. И далее мы забираем нашего студента из таблицы, используя метод fromMap. В качестве параметра мы методу fromMap передадим studentMap. Ну и после этого нам необходимо вернуть наш список студентов, который находится в базе данных. Это мы с вами реализовали метод чтения. Теперь реализуем метод по добавлению нового студента в базу данных. Метод я назову как insertStudent. Данный метод у нас будет принимать студента. Он опять же у нас будет асинхронным. Снова обращаемся к нашей базе данных. Далее берем нашу переменную student. Добавлять студента будем по ID, поэтому
выбираем здесь у него ID. Обращаемся к нашей таблице и вызываем у базы данных метод insert. В качестве первого параметра мы передадим нашу таблицу students table, а в качестве значения мы передадим student to map, то есть считаем информацию с нашего студента и отправим ее в базу данных. И давайте вернем нашего студента. Теперь реализуем метод по обновлению студента в базе данных. К примеру, у него поменялась фамилия. Метод назову как update student. Он у нас также будет принимать нашего студента. Метод у нас асинхронный. Снова обращаемся к базе данных. И здесь мы возвращаем обновленного студента. То есть у базы данных вызываем метод update. Итак, первым параметром мы передадим название нашей таблицы students table. В качестве второго параметра мы берем студента, вызываем у него метод toMap. Третьим параметром мы зададим условие where. Where это элемент запроса, который используется, когда нужно отфильтровать данные по нужному условию. Здесь мы берем наш ID, column ID, и равно знак вопроса. Знак вопроса будет заменен новым значением. И вызовем еще один параметр. Это where_args. И в этот параметр мы просто укажем student ID. То есть где аргументом будет наш студент с ID. Ну и осталось реализовать операцию удаления студента из базы данных. Удалять студента будем по его ID. Метод назову как delete student. Снова обращаемся к базе данных и будем возвращать базу данных с вызовом метода у нее delete. Так, в качестве первого параметра снова передадим таблицу students table. Так, реализуем параметр where. То есть удалять по ID будем, поэтому берем column ID. И также реализуем параметр where_args, который будет содержать ID. Все, теперь осталось реализовать весь функционал на стороне пользовательского интерфейса. Итак, нам потребуется переменная. К примеру, давайте я назову ее students list. Она у нас будет возвращать future с типом list student. Мы с этой переменной как раз и будем работать. Давайте подключим нашу модель в main. Итак, при загрузке нашего приложения нам необходимо получить наших студентов. Метод мы будем реализовывать в методе initState. Давайте метод я назову как update student list. Реализуем данный метод. Итак, мы будем вызывать setState. Далее берем student list. Обращаемся к методам нашей базе данных через pattern singleton. Итак, сначала нам необходимо получить всех студентов. Вызываем метод getStudents. Метод getStudent получает данные из базы данных асинхронно. Мы будем использовать этот метод всегда, когда нам будет необходимо обновить таблицу. И, следовательно, стоит поместить его в метод setState, что мы и сделали с вами.
Итак, теперь давайте я еще создам одну вспомогательную переменную, которую я назову как student name. Эта переменная у нас будет хранить значение, которое мы введем в текстовое поле. Итак, давайте мы с вами найдем наш text form field. И здесь в методе onSaved в качестве параметра он принимает value. И давайте реализуем здесь следующее. То есть мы то, что введем, будем помещать в нашу переменную student name. То есть данное value. Так, теперь реализуем метод у кнопки add. За это отвечает у меня widget raised button. Окей, давайте здесь сделаем сначала условие. Если is update, тогда update. А иначе add. То есть что здесь будет у нас происходить? Сейчас у нас кнопка add. Когда мы здесь напишем имя студента, нам будет отображаться название кнопки как add. Но когда мы выберем нашего студента, то мы будем обновлять нашу переменную isUpdate. И когда мы хотим обновить как раз нашего студента, то кнопка add будет сменяться на кнопку update. Давайте мы с вами реализуем данную переменную. По умолчанию она будет иметь значение false. Итак, это мы только с вами реализовали обновление нашего текстового виджета. Теперь реализуем метод onPress у кнопки add. Опять же, будем проверять наши условия. Если у нас isUpdate, тогда мы что делаем? Итак, давайте сначала проверим валидацию формы на введенный текст. Для этого я обращаюсь к переменной form_state_key, далее вызываю current_state и у нее метод вызываю validate. И далее мы берем наш form_state_key, current_state и вызываем у нее метод save. То есть, если у нас валидация формы прошла, тогда мы сохраняем нашу информацию, используя метод save. Итак, сначала реализуем метод обновления студента. Для того, чтобы обновить студента, обращаемся снова к нашей базе данных, вызываем метод updateStudent. В качестве параметра он принимает студента. Так, и давайте, наверное, создадим переменную. Давайте я назову переменную как student ID for update. То есть первым параметром у нас идет ID студента, а вторым параметром имя студента, которое мы введем в нашу форму. А имя, введенное в форме, хранится у нас в переменной studentName. Давайте мы с вами реализуем данную переменную. Она у нас просто будет типа int. Отлично. Теперь вызываем метод then. В качестве параметра я передам переменную, к примеру, data. То есть здесь мы получаем студента, изменяем ему фамилию, и после этого мы его добавляем в нашу базу данных. И нам необходимо отобразить данные изменения. Поэтому здесь вызываем метод setState. И этот метод будет содержать переменную isUpdate равную false. Так, а иначе, если мы не хотим обновлять студента, а хотим добавить нового, также делаем проверку, используем form_state_key, current_state, вызываем метод validate, снова вызываем form_state с методом save. Теперь обращаемся к нашей базе данных. И здесь вызываем у нее метод insertStudent. Итак, он здесь у нас будет принимать. Давайте здесь поставим значение null, так как у нас будет автоинкремент, то есть автоматический ID подставляться. И имя студента передадим, используя переменную studentName. И после того, как мы обновим или добавим студента, давайте обратимся к контроллеру, то есть к этому text form field, вызовем у него свойство текст и поставим пустую строку. То есть при добавлении или обновлении студента мы будем очищать наш text form field. И после этого
будем обновлять наш список студентов. Теперь реализуем функционал кнопки Clear. За это отвечает у меня следующий виджет, также реализованный в приложении Raised Button. Снова будем также здесь проверять условия. То есть если у нас isUpdate, тогда мы будем отображать кнопку с названием текста как Cancel Update. Ну, то есть мы не хотим обновлять студента, если мы его случайно выбрали. А иначе Clear. Clear будет отвечать за очистку имени студента в TextForm филде. Снова реализуем метод onPress у данной кнопки. Сначала давайте будем очищать наш StudentNameController, ну, то есть TextForm field. Далее вызовем метод setState. Здесь мы переменную isUpdate присваиваем значение false, а student ID for update присваиваем значение null. Ну, то есть мы с этим студентом ничего делать не хотим. То есть никаких изменений производить или обновлений мы не хотим. И так как мы работаем с объектом future student list, реализуем у нашего expanded future builder. Future Builder здесь используется также для получения данных из базы данных. Итак, реализуем у него два параметра. Во-первых, это Future, куда мы передадим наш Students List. Далее реализуем метод Builder, который будет принимать контекст и Snapshot. Итак, если Snapshot has data, то есть если мы с вами получили данные успешно, тогда мы будем с вами возвращать таблицу из наших студентов. Давайте мы будем таблицу реализовывать в отдельном виджете. И виджет я назову как Generate List. Данный виджет у нас будет принимать снапшот с нашими данными. Сделаем еще одну проверку. Если снапшот дата у нас равен null, или там snapshot data length равен нулю, тогда мы будем возвращать текст no data found. Ну и после всего будем возвращать circular progress indicator. Ну, осталось только реализовать данный виджет. Итак, давайте наш виджет будет возвращать single child scroll view. В качестве параметра он будет принимать студента. То что мы здесь будем реализовывать? Мы с вами здесь реализуем таблицу, которая будет содержать имя студента и кнопку удаления, по нажатию на которой наш студент будет удаляться из базы данных. Итак, давайте сначала установим некоторые настройки для Single Child Scroll View. Прокрутку мы сделаем вертикальную. Child сделаем небольшой отступ, используя Sized Box. Ну, давайте, наверное, не отступ сделаем, а используем параметр вид. То есть мы нашу таблицу будем размещать на всю ширину нашего устройства. Для этого обратимся к методу, к виджету Media Query of Context Size Width. Таким образом мы с вами установим Sized Box на всю ширину нашего устройства. Так, только давайте перемену назову как Students. Итак, в Sizebox теперь поместим нашу таблицу, используя виджет Data Table. Реализуем у нее параметр Columns. Это у нас будет массив наших колонок. Создадим первую колонку, используя виджет Data Column. И у Data Column реализуем параметр Label.
То есть название нашей колонки. Колонка наша первая будет называться как name. И также реализуем вторую колонку, которая будет называться delete. То есть в этой колонке у нас будет находиться кнопка, отвечающая за удаление нашего студента. Теперь у таблицы реализуем поля rows. Так, сюда мы передадим нашу переменную students, вот эту вот. И будем мапить все это в список, используя метод map. Итак, в качестве параметра map я передам student, который будет возвращать widget data_row. У data_row реализуем параметр cells. Это у нас массив наших ячеек. Используя виджет также data_cell. Итак, в первой ячейке мы будем выводить имя студента, student name. И реализуем метод onTab у данной ячейки. То есть, когда мы будем нажимать на нашего студента, здесь давайте реализуем метод setState. Так, только этот виджет надо реализовать в главном виджете state. Вот так вот тут. Здесь мы вызываем метод setState. Мы будем здесь нашей isUpdate присваивать значение true и обновлять ID нашего студента. То есть мы берем student ID for update и присваиваем ей ID нашего студента. То есть, когда мы будем в этой таблице, на этой ячейке нажимать на нашего студента, мы будем получать его данные и отображать этого студента в text form field. Поэтому здесь я обращаюсь к нашему контроллеру, вызываю у него текст и отдаю уже имя студента, которого следует обновить. Так, и давайте реализуем вторую ячейку data_cell. Она будет у нас хранить icon button. В параметр icon я передам иконку в виде корзины. Вот, то есть delete. И реализуем метод onPressed, по нажатию на которого мы будем удалять нашего студента из базы данных. Для этого вызываем у нашей базы данных метод deleteStudent. Ну и передаем просто student ID. То есть мы будем удалять студента по его ID. И после этого мы будем обновлять снова наш список студентов. Так, и все это дело надо привести к типу toList. Отлично, давайте теперь посмотрим, что у нас вообще получилось. Перестрою я приложение. База данных у нас сейчас пустая. Давайте попробуем добавить какого-нибудь студента. Так, я ввел фамилию студента, нажимаем кнопку Add. Так, и у нас ничего не произошло. Значит, где-то ошибка. Давайте посмотрим. Так, если... Так, только вот это условие необходимо выполнять не в этом блоке, а вот в этом. Давайте снова обновим наше приложение. Пробуем. Ввожу фамилию, нажимаю кнопку Add. Итак, вот наш студент добавился. И также появилась кнопка удаления студента. Давайте удалим его из базы данных. Так, отлично, из базы данных мы его удалили. Добавим еще нескольких студентов. Также, видите, работает валидация у формы. За это отвечает параметр валидатор у TextFromField.
значение не должно быть пустым, а также не должно начинаться с пробела наша фамилия. Итак, давайте обновим фамилию нашего студента. Выбираем нашего студента. Так, он передался в наш text form field. И, к примеру, добавим какое-нибудь число там. И нажимаем кнопку Update. Так, мы с вами студента обновили. Теперь выберем этого студента. И, к примеру, я не хочу его обновлять. Нажимаю кнопку Cancel Update. Так, да, вот у нас ничего не обновилось. То есть у нас сработал вот этот метод. Как видите, is update равен false и ID равен null. Так, давайте я этого студента удалю. И попробуем кнопку Clear использовать. То есть здесь я, например, ввожу какие-то данные, нажимаю кнопку Clear, и у нас, да, текст form field очистился. И как видите, я нажимаю на студента, у нас также меняется название наших кнопок. Update, то есть можно ввести что-то и обновить, либо Cancel Update. Отлично, у нас все работает прекрасно. Таким образом, SQLite предоставляет удобный, стандартный для отрасли способ сохранения данных локально в приложении. В этом примере я показал, как реализовать данные операции CRUD для создания и управления простыми записями в базе данных SQLite. Всем привет! В этом блоке реализуем вот такое погодное приложение, которое будет получать погоду с сайта openweathermap.org, как по названию города, причем прогноз погоды на всю неделю, а также используя геолокацию устройства. Первым делом перейдем на сайт openweathermap.org и обратимся ко вкладке API. С помощью реализованного на сайте API мы можем получать как текущий прогноз погоды, также прогноз погоды почасовой, также прогноз погоды на неделю, прогноз погоды на месяц и прогноз погоды на 5 дней каждые 3 часа. В этом видео я буду использовать прогноз погоды на всю неделю. Итак, давайте перейдем в API Doc. Справа вы можете видеть, что мы можем получать прогноз погоды как по названию города, как по его ID, по географическим координатам и по zip-коду. Давайте перейдем на получение погоды по названию города. Итак, вызов API выглядит следующим образом. Вот эта часть ссылки — это наш базовый URL для запроса погоды. А далее идут параметры. В параметр Q мы должны передать название города. Параметр CNT — это прогноз погоды на сколько-то там дней. Если значение, к примеру, 7, то отобразится погода за 7 дней и так далее. И дальше в запрос передается параметр AppID. Это ваш ID, который вы должны получить, чтобы вы могли делать запросы на этот сайт. Теперь рассмотрим получение погоды по географическим координатам. Запрос выглядит следующим образом. У нас также здесь имеется базовый URL, к которому мы будем обращаться. И также передается 4 параметра в этот запрос. Первый параметр — это latitude, второй параметр — longitude, то есть долгота и широта. Также идет CNT и ваш AppID. Latitude и longitude мы будем получать, используя геолокацию устройства. Итак, для получения AppID вам необходимо пройти регистрацию на этом сайте через кнопку Sign Up. В России регистрация не работает, поэтому используйте прокси либо браузер Tor для регистрации на этом сайте. Итак, я уже прошел регистрацию. Она очень простая, ничего там сложного нет. Итак, после того, как вы зарегистрировались, у вас появится несколько новых вкладок. И вам необходимо выбрать вкладку API Keys, в котором вам предоставят ключ. Этот ключ и есть ваш AppID. Если вы не хотите проходить регистрацию, то вы можете воспользоваться моим ключом. Итак, давайте снова вернемся к нашему прогнозу погоды. Выберем получение погоды по географическим координатам. И здесь давайте щелкнем на эту ссылку, которую нам предоставляет сайт, чтобы посмотреть, как будет выглядеть ответ на запрос погоды по геолокации за всю неделю. Итак, ответ нам пришел в формате JSON.
Но также мы можем получить ответы в формате XML. Для удобства мы будем работать с JSON. Итак, предлагаю здесь воспользоваться нашим App ID, который вы получили. А также давайте изменим samples на API. И уберем параметр CNT, чтобы он нам не мешал. Итак, сейчас все трудночитаемо. Давайте все это дело скопируем и воспользуемся таким сервисом, как JSON Editor Online. И в этот сервис давайте вставим наш JSON. И после этого выберите вкладку 3. И теперь наш запрос выглядит нагляднее. Здесь у нас есть название города, также его координаты, а также список прогноза погоды на всю неделю. Ключ лист 0 DT – это погода на сегодняшний день. Далее лист с ключом 1 – это погода на завтрашний день и так далее, на всю неделю. Отлично, и давайте сразу посмотрим, как будет выглядеть ответ JSON при получении погоды через название города. Итак, давайте перейдем по этой ссылке. Здесь вместо параметра Q используется ID города. Давайте мы здесь ID поменяем параметр на Q. И вместо цифр поставим, к примеру, город Лондон. Samples мы поменяем на API.OpenWeatherMap. И вместо этого App ID мы воспользуемся нашим. И также давайте в конце мы пропишем такой параметр, как units. Сейчас я вам о нем расскажу. То есть мы пишем units и отдаем ему значение метрик. Нажимаем Enter и смотрим, какой к нам пришел ответ. Давайте мы снова все это скопируем и вставим в JSON Online Editor. Как видите, у нас также имеется название города, координаты и прогноз погоды на всю неделю. То есть у нас JSON выглядит точно так же, как и по получению прогноза погоды по геолокации. Давайте посмотрим, что означает такой параметр, как units равно метрик. Перейдем на сайт OpenWeatherMap и перейдем в такой раздел, как Units Format. По умолчанию температура у нас приходит в кельвинах. Но так как я живу в России, я хочу получать температуру в Цельсиях. Для этого необходимо использовать как раз такой параметр, как units, куда мы должны передать метрик. Если мы хотим получить температуру в фаренгейтах, то необходимо в параметр units передать значение imperial. Теперь предлагаю на основе данного JSON создать модель, с которой мы будем работать. Другими словами, наша модель будет содержать все поля, которые есть в данном JSON, и в которые мы будем получать значения сайта OpenWeatherMap. Давайте здесь перейдем на вкладку «Код» и скопируем весь наш JSON, который нам пришел. Как видите, наш JSON содержит очень много разных ключей и значений, поэтому, чтобы модель не создавать вручную, предлагаю воспользоваться таким сервисом, как JSON2Dart. И в поле JSON вставим наш скопированный JSON. Ниже нам предлагают назвать класс, как будет называться наша модель. Давайте напишем Weather Forecast. И нажмем на кнопку Generate Dart. Как видите, мы получили с вами готовую модель из нашего JSON. Ну и теперь, чтобы воспользоваться данной моделью, давайте создадим проект. Я открою Visual Studio Code. И давайте создадим новый проект. Я перейду во вкладку View и выберу Common Palette. Выбираем Flutter New Project. И проект я назову как Weather Example. Сохраните ваш проект куда-нибудь на диск.
Давайте подождем, пока наше приложение анализируется. Итак, давайте в папке lib создадим папку models, которая будет содержать модель нашей погоды. И в этой папке создадим файл. К примеру, я назову файл как weather forecast daily.dart. И теперь перейдем на сервис JSON2Dart и скопируем нашу модель. И вставим ее в наш файл weather forecast daily. Теперь осталось пофиксить ошибки, которые содержит наша модель. Во-первых, здесь у нас ругается на list. Давайте у list тип укажем не list, а weather list. Дальше этот тип мы также укажем здесь и здесь. Теперь найдем класс list, поменяем его на weather list. Конструктор меняем также на weather list. И здесь мы конструктор меняем на weather list. Отлично, мы с вами пофиксили ошибки. Далее у нас есть такие некоторые переменные, которые имеют тип double. Предлагаю такие переменные привести явно к типу double, используя метод double. Так как при выполнении запроса сайта OpenWeatherMap может прийти значение, к примеру, 20. И наша модель будет думать, что это тип int. И чтобы при выполнении не было ошибок, приведем наши значения некоторых переменных явно к типу double. Можно, конечно, написать и метод, который будет автоматически конвертировать значение int в double и наоборот. Но для простоты я воспользуюсь методом toDouble. И вот у нас есть еще одна переменная rain, которая имеет тип double. Можно, например, не использовать метод toDouble, а, например, установить ей тип как num. Также у нас есть скорость ветра, она имеет тип данных double, но она корректно приходит с сайта, поэтому я ее трогать не буду. Все, наша модель готова. Теперь реализуем get-запрос к сайту openweathermap.org. Но сначала подготовим базовые ссылки для запроса. Итак, давайте создадим в папке lib папку utilities. И в этой папке я создам файл constants. И этот файл будет содержать у нас константы, такие как app-id, базовый URL к нашему запросу и так далее. Итак, давайте сначала создадим константную переменную типа string, которая у нас будет содержать app-id. Я ее назову как weather app-id. Так, давайте я скопирую мой app-id. Теперь вернемся на сайт OpenWeatherMap. И посмотрим, как у нас выглядит запрос к данному сайту. Значит, у нас будет идти HTTPS. Давайте я назову переменную как weather, к примеру, base scheme, которая у нас будет содержать HTTPS. Далее, после HTTP у нас будет идти базовый домен API OpenWeatherMap.org. Переменную давайте я назову как weather base URL domain.
которая будет содержать API OpenWeatherMap.org. И далее у нас будет идти путь к запросу прогноза погоды на неделю. То есть дата 2.5 Forecast Daily. Опять же я создам константную переменную типа string и назову ее как Weather Forecast Path. Помимо данных путей мы будем еще также получать иконки сайта OpenWeatherMap. Иконки находятся по следующему пути. Давайте также создам константную переменную типа string и назову ее, к примеру, Weather Images Path. Иконки у нас находятся по пути Image W. И далее на сайте OpenWeatherMap иконки у нас представлены в таком формате, как 01d.png или JPG и так далее. И осталось теперь создать полный путь до нашей иконки. Я снова создам константную переменную типа string. Назову ее как Weather Images URL. Нам необходимо построить путь до нашей иконки. Значит, берем HTTPS, это Weather-Based Scheme. Далее используем конкатенацию строк. Далее берем наш API OpenWeatherMap.org, это Weather-Based URL Domain. И плюс Weather Image Path. Отлично, вот по этому пути у нас и будет находиться ссылка на наши иконки. Отлично, необходимые константы мы создали. Теперь давайте создадим папку API. А в ней создадим файл, который я назову как Weather API. И здесь мы будем получать прогноз погоды, используя GetZапрос. Ну давайте класс я назову как Weather API. Для запроса мы будем использовать пакет HTTP, который находится на сайте pub.dev. Давайте мы с вами этот файл подключим в ветку dependencies в файле pubspec.yaml. Итак, теперь создадим метод, который будет у нас получать прогноз погоды по названию города. Метод у нас будет возвращать future с типом weather forecast. И метод назову как fetch weather forecast with city. В качестве параметра он будет у нас принимать city name типа string. И метод у нас асинхронный. Итак, сначала нам необходимо подготовить параметры, которые мы будем передавать по заданному API. Это параметр Q и AppID. Давайте я создам переменную, назову ее query parameters. Итак, подготавливаем наши параметры запроса. Первый параметр это AppID. Он находится у нас в классе Constants, который мы с вами реализовали. И здесь мы выбираем наш AppID. Дальше мы хотим получать погоду в Цельсиях, поэтому я сюда передам параметр Units. В качестве значения передадим метрик. И реализуем параметр Q. И в качестве значения мы будем передавать наш city name. Отлично, мы с вами подготовили запрос. Теперь нам необходимо построить полный URL с данным запросом. Давайте я переменную назову как Юрий. Подключим сразу наш пакет HTTP. И здесь мы будем использовать класс Юрий с таким конструктором, как HTTPS.
Итак, первым параметром мы с вами передадим наш базовый URL домен, то есть api.wethemap.org. Вторым параметром мы передадим weatherforecast path. И третьим параметром мы передадим наши вот эти вот параметры. Таким образом мы с вами построили вот такой вот запрос с нужными нам параметрами. Давайте мы будем в лог выводить наш URI. То есть мы будем смотреть, как будет выглядеть наш запрос. Для этого берем нашу переменную URI и приводим ее к типу toString. Лог у нас находится в пакете Dart Developer. Подключить его также. Теперь необходимо выполнить запрос. Итак, здесь мы выполняем запрос, используя get метод. И ожидаем результат. И когда мы с вами результат получим, давайте мы этот результат выведем в нашу консоль. Ну и теперь распарсим нашу модель. Если response статус код у нас равен 200, то есть запрос выполнился успешно, мы будем парсить нашу модель. Для этого обращаемся к нашей модели weatherforecast и вызываем у нее конструктор from.json. Итак, когда мы получим JSON, нам его необходимо декодировать. Для этого подключим такую библиотеку, как Dart Convert. И у JSON вызовем метод decode, куда мы передадим response body. Ну а если у нас запрос не выполнен, то будем выдавать ошибку. Итак, вот так выглядит весь наш get запрос к сайту openweathermap.org по названию города. Теперь подготовим наш UI для вывода информации о погоде. Перейдем в main. Так, здесь давайте я лишнее удалю. И это тоже я еще удалю. Так, экран я назову как Weather Forecast Screen. Ну и теперь осталось создать данный экран. Создадим еще одну папку, которую назову как Screens. И в ней создам файл Weather Forecast Screen.dart. Здесь мы будем использовать stateful widget, поэтому напишем stf и нажмите Enter. И здесь напишите Weather Forecast Screen. Подключим библиотеку Material. Так, здесь нам понадобится переменная, с которой мы будем работать. Давайте я назову как ее Forecast Object. Это у нас будет Future Weather Forecast. И далее создадим еще переменную типа string, в которой мы будем хранить название нашего города. City Name. Ну, к примеру, город назову как Лондон. Так, давайте перейдем в main и подключим наш только что созданный экран. Итак, выполнять запрос мы будем в методе initState. Здесь мы берем наш Forecast Object, обращаемся к Weather API и вызываем у него метод Fetch Weather Forecast with City, где в качестве параметра CityName мы передадим нашу переменную CityName.
Ну и давайте что-нибудь выведем. Возьмем нашу переменную forecastObject, вызываем метод у нее then, так как это future object. В качестве параметра я передам, к примеру, weather. И давайте выведем, к примеру, что сейчас у нас творится на улице. Идет ли дождь, снег или чистая облачность и так далее. Для этого нам необходимо обратиться к list, потом к ключу weather и к ключу main, который выведет нам в данном случае clothes. Для этого обращаемся к переменной weather. Здесь мы обращаемся к переменной list по ключу 0. Мы хотим вывести текущую погоду. Далее обращаемся к weather, также по ключу 0. То есть, если посмотреть JSON, вот list 0, потом weather 0, и теперь нам надо вызвать main. Точнее, получить значение у ключа main. Давайте все это дело сохраним. И запустим наше приложение. Итак, при выполнении запроса у меня произошла ошибка, о чем я вам и говорил, что перешел тип int, хотя у меня переменные типа double. Давайте наши переменные приведем явно к типу double. И перестроим наше приложение. Итак, давайте разбираться, что у нас произошло. Давайте перейдем в API. Как видите, мы с вами распечатали полный путь к нашему запросу, который мы сформировали, используя URI HTTPS с нашими параметрами. Вот, можете посмотреть. И получили ответ в виде формата JSON. И также мы распечатали с вами, что происходит сейчас в Лондоне. Сейчас в Лондоне clouds, облачно. Давайте нашему виджету сделаем интерфейс. Возвращать мы будем scaffold, WebBar. Бэкграунд у WebBar зададим черный. Title он будет содержать openweathermap.org. Title у нас будет размещаться по центру нашего AppBar. Выведем парочку иконок, используя icon button. Слева от AppBar мы будем размещать MyLocation иконку. Мы ее потом реализуем. И метод onPressed необходимо также реализовать, чтобы не было ошибок. А справа от AppBar мы будем располагать иконку выбора нашего города. Для этого я воспользуюсь иконкой Location City. И также реализуем потом метод onPressed. Теперь реализуем параметр body. Body у нас будет содержать list view. Который будет содержать у нас контейнер. Итак, в child контейнера мы должны передать виджет FutureBuilder, так как мы работаем с Future объектом. И в качестве типа мы передадим нашу модель Weather Forecast. У FutureBuilder реализуем параметр Future, в котором мы передадим наш Forecast Object. И реализуем метод Builder,
В качестве параметра он принимает контекст и снапшот. Итак, если наш снапшот has data, то есть если мы получили данные, то мы отображаем их. То есть у нас все хорошо. А иначе мы будем отображать индикатор загрузки наших данных. Используя Circular Progress Indicator. Так, давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот наши данные пришли. Давайте перестроим приложение, чтобы в этом удостовериться. Итак, делаем запрос, получаем ответ. Все, наши данные пришли. Давайте вместо обычного индикатора воспользуемся более красивым индикатором из пакета Flutter Spin Kit, который находится на сайте pub.dev. И подключим его в нашу ветку Dependencies. Так, этот индикатор давайте я уберу. И теперь вызовем виджет такой, как Spin Kit Double Bounce. И зададим ему цвет. К примеру, черный. И зададим индикатору размер. К примеру, установим значение 100. Давайте перестроим наше приложение. Итак, вот наш индикатор. Ну, вы видели, я надеюсь. И все, у нас все хорошо отработало. Теперь отобразим наши данные. Предлагаю сначала отобразить название города и текущую дату на нашем устройстве. Для этого предлагаю создать еще одну папку, которую я назову как Widgets. И в этой папке я создам файл, который назову как cityview.dart. Итак, это у нас будет stateless widget, поэтому я напишу здесь stl и нажимаю Enter. Класс я назову как cityview. Подключим сразу библиотеку материал. Так как мы с вами работаем со снапшотом у Future Builder, то предлагаю в конструктор нашего cityview передавать снапшот. Снапшот у нас будет возвращать тип async snapshot, и в качестве типа он будет нашу модель принимать weather forecast. И создадим конструктор. Итак, наш виджет будет возвращать контейнер, который будет содержать в себе колумн. Итак, первым делом мы с вами получим city и country, то есть название нашего города, страну, где находится данный город. Я буду использовать две переменные, city и переменную country. Давайте реализуем две эти переменные. Итак, чтобы получить наш город, давайте посмотрим, где он находится. Нам необходимо обратиться к ключу city и к ключу name. Для этого мы обращаемся к снапшоту, вызываем у него дата и вызываем у него свойство city. А у city вызываем свойство name. Таким образом мы с вами получим название города из нашего снапшота.
Так, теперь реализуем параметр country. Страна, где находится данный город. Опять же обращаемся к нашему снапшоту. Вызываем data, city, вызываем свойство country. Отлично, и давайте зададим некоторый стиль для нашего текста. Значит, мы будем использовать font weight. Текст у нас будет жирный. Далее размер текста я установлю значение 28. И цвет тексту я дам черный. Black 87. Итак, следующее, что мы выведем после названия города, это текущую дату. Через виджет текст. Дату мы будем выводить в следующем формате. То есть у нас будет идти название недели, потом месяц, число месяца и год. Давайте я нашему тексту задам некоторый стиль. Размер текста я поставлю в значение 15. Итак, работать с датой мы будем через пакет intl, который находится также на сайте pub.dev. Его также пропишем в ветку dependencies. Итак, чтобы нашу дату привести к такому формату, давайте создадим в папке Utilities новый файл, который я назову как forecast util. .dart. Класс я назову как util. И этот класс у нас будет содержать метод, который будет форматировать нашу дату, пришедшую с JSON. Метод я назову как getFormatedDate. Принимать он будет переменную dateTime с типом dataTime. Итак, а возвращать мы будем форматированную дату. Используем date формат, который находится в пакете intl. И чтобы построить нашу дату вот в таком формате, давайте перейдем на сайт с пакетом intl и посмотрим, какие форматы он нам предлагает. Перейдем в date формат. И здесь мы видим различные форматы наших дат. Итак, для получения weekday нам необходимо использовать EEE. Для получения дня мы будем использовать D и так далее. То есть сюда мы должны задать такой формат, чтобы получить вот такую дату. Поэтому я здесь пишу следующее. EEE, потом запятая MMM, Day и Y. После этого вызываем метод формат, куда мы должны передать нашу dateTime переменную. Итак, вернемся в наш виджет CityView и теперь воспользуемся данным методом. Метод у нас находится в классе util. Давайте мы подключим данный класс. Далее у этого класса вызываем метод getFormatedDate. И сюда мы будем передавать нашу дату, которую следует отформатировать. Давайте я дату назову как formatedDate. Осталось реализовать данную переменную. Итак, мы обращаемся к dateTime. Вызываем метод from milliseconds science epoch. Как получить нам дату? Перейдем снова в JSON Editor, посмотрим, где она находится. Наша дата находится по ключу list 0dt.
Поэтому давайте я создам еще одну переменную. К примеру, назову forecast_list. Обращаемся к нашему снапшоту, дата. И здесь обращаемся к полю list. И теперь мы берем нашу переменную forecast_list по индексу 0. Нам нужна текущая дата. И здесь мы обращаемся к свойству dt. И необходимо это все дело умножить на 1000. Отлично, вот в принципе наш виджет готов. Теперь давайте его подключим к нашему экрану Weather Forecast Screen. Вот это дело я уберу. Здесь мы будем возвращать колумн. Этот колумн у нас будет содержать наш виджет CityView. Только давайте сначала сделаем небольшой отступ, используя виджет SizedBox. Высоту, к примеру, задам 50. И здесь мы вызываем наш виджет CityView. И в качестве параметра он у нас принимает снапшот. Так, и это давайте я закомментирую. Сохраним и посмотрим, что у нас получится. Отлично, вот мы с вами получили название города, страну и текущую дату. Теперь предлагаю реализовать отображение иконки и текущую температуру. Для этого давайте с вами создадим еще один виджет, который я назову как TempView.dart. Это у нас будет опять же stateless виджет. TempView я его назову. Подключим материал. Снова создадим переменную snapshot. И также создадим конструктор для нашего класса, который будет принимать наш снапшот. Так, возвращать данный класс будет у нас контейнер. Контейнер будет содержать в себе row. Так, строку давайте разместим по центру. Итак, первый элемент в строке это иконка. Для того, чтобы отобразить иконку, воспользуемся виджетом Image. И вызовем у него конструктор Network. В качестве параметра он будет принимать нашу иконку. Итак, как нам получить иконку? Давайте мы с вами также создадим переменную. Назову ее var forecast_list. Ну и давайте отсюда скопирую. И теперь создадим переменную icon. Обращаемся к нашей forecast_list. И в модели давайте мы с вами реализуем сейчас такой метод, как getIconURL. Переходим в нашу модель Weather Forecast Daily. Метод мы будем реализовывать в классе WeatherList. Этот метод у нас будет возвращать полный путь к нашей иконке. Поэтому обращаемся к constants. Вызываем здесь weatherImageURL. Далее обращаемся к переменной weather по индексу 0. Здесь мы обращаемся к свойству icon. И иконка у нас находится в формате PNG. Поэтому здесь я ставлю точку PNG. Вернемся в наш виджет TempView. Итак, иконку мы с вами получили. Следующее, что будем получать, это температуру. Давайте от иконки сделаем небольшой отступ, используя SizedBox по ширине.
Итак, виджет row будет содержать виджет column, который в свою очередь будет содержать у нас температуру. Температуру я буду получать, используя переменную temp. И температура у нас будет в Цельсиях. Давайте я нашему тексту задам некоторый стиль. Размер температуры установим в значение 54. И цвет зададим черный. Colors Black 87. Итак, давайте получим температуру в переменную temp. Перейдем на сайт JSON Online Editor. Температура у нас находится по ключу list 0, потом ключ temp и ключ day. Берем переменную forecast list по индексу 0. Нам нужна текущая температура именно сегодняшнего дня. Обращаемся к переменной temp. Обращаемся к переменной date. И здесь реализуем метод toString И в качестве параметра установим значение 0. И давайте сейчас мы подключим наш виджет TempView к нашему экрану. Снова отступим некоторое расстояние, используя SizeBox. Здесь вызываем TempView, куда мы передаем в качестве параметра наш снапшот. И наш TempView подключим к нашему проекту. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Перестроим приложение. Так, мы с вами получили температуру и иконку. Давайте поиграемся с иконкой. Так, нашей иконке давайте сделаем масштаб scale, к примеру, 0,4. Отлично. И цвет иконки поставим в черный. Colors Black 87. Чтобы она подходила к нашему интерфейсу. Отлично. Ну и теперь под температурой отобразим описание погоды, что сейчас происходит на улице. Так, давайте снова воспользуемся виджетом текст. Так, переменную назову как description. Сразу задам некоторый стиль для нашего текста. А именно, font size я установлю в размер 18:0. А цвет текста я установлю также в черный. Black 87. Давайте реализуем данную переменную. Так, description у нас находится, значит, в лист нам надо обратиться, потом по ключу weather и получить вот этот вот description. Обращаемся к переменной forecast list по индексу 0. Обращаемся к weather по индексу 0. И здесь вызываем description. Сохраним, посмотрим. Так, у нас он маленькими буквами. Давайте его сделаем большими. Для этого воспользуемся методом toUpperCase. Отлично. Температуру получили. Теперь отобразим силу ветра, давление и осадки на текущий день. Для этого создадим снова новый виджет. Я назову его как DetailView.dart. Это у нас также будет stateless виджет, который я назову как DetailView. Подключим библиотеку Material. Снова нам потребуется создать класс для данного виджета.
который будет принимать снапшот. Подключим Weather Forecast. Так, и он будет возвращать контейнер, который также будет содержать у нас row. Поднастроим row, используя main axis alignment. Здесь я воспользуюсь свойством Space Evenly, чтобы наши элементы равномерно между собой распределились. И давайте еще main axis size установим в main axis size в max. Итак, наш row будет содержать в себе информацию о силе ветра, давлении и осадке на текущий день. Для этого давайте мы создадим вспомогательный метод в классе util. Метод я назову как getItem. И в качестве параметров метод будет принимать иконку. IconData, к примеру, назовем. Потом будет принимать значение intValue и единицу измерения. К примеру, string units. Итак, возвращать мы будем column. Давайте подключим материал в библиотеку. И наш column будет содержать следующее. Это иконку IconData. Давайте сразу цвет нашей иконки я задам черный. И сразу задам размер для нашей иконки. Размер иконки установлю значение 28. Далее сделаем небольшой отступ по ширине, точнее по высоте. Далее отобразим значение, которое мы получим. Value. Сразу давайте я установлю стиль. Так, font size я установлю значение 20. И цвет черный. Снова сделаем небольшой отступ по высоте. И после этого мы отобразим единицы измерения наших осадков, передав сюда units. Так, font size я поставлю значение 15. И цвет также черный. Итак, вот наш метод готов. Перейдем к нашему Detail View. И теперь, используя наш метод getItem, отобразим информацию о силе ветра, давлении и осадках на текущий день. Наш метод находится в классе util. Давайте мы его подключим. Здесь мы обращаемся к нашему методу getItem. Итак, для получения дополнительных иконок предлагаю воспользоваться пакетом Font Awesome Flutter, который находится также на сайте pub.dev. Пакет называется Font Awesome Flutter. Также его добавим в ветку Dependencies нашего проекта. Итак, давайте иконку отобразим следующую. Используем виджет Font Awesome Icons. И чтобы отобразить иконку в виде давления, давайте воспользуемся такой иконкой, как термометр 3/4. Давайте это сверну. Итак, сначала мы получим давление. Переменную назову как pressure и ее округлю, используя метод round.
Единица измерения нашего давления — это миллиметры ртутного столба. Давайте мы с вами получим наше давление. Так, только посмотрим, где оно находится. Давление находится по ключу лист 0 pressure. Потом мы получим также humidity и силу ветра. Вот, speed, скорость ветра. Так, давайте я это скопирую. Теперь обращаемся к forecast list по индексу 0. Вызываем pressure. Так, чтобы перевести то давление, которое придет на давление в миллиметры ртутного столба, умножим на 0,750 0,62 100-тысячных. Так, давайте сохраним и подключим наш Detail View, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Снова сделаем небольшой отступ. Далее вызываем Detail View, который будет принимать снапшот. Сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Так, давайте перестроим проект. Так, вот мы с вами получили давление. Теперь реализуем осадки и силу ветра. Перейдем в Detail View. Вызовем снова наш метод util_get_item. В качестве иконки мы будем использовать такую иконку, как Cloud Rain. Это у нас осадки, значит, это humidity. И осадки у нас в процентах. Реализуем переменную humidity. Она у нас находится в forecast list по индексу 0. Humidity. Ну и давайте сразу получим скорость ветра, wind. Обращаемся к переменной speed. Здесь мы будем использовать иконку ветра, wind. Сюда мы передадим wind и приведем к типу toWind. И это у нас будет метры в секундах. Сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Отлично. Ну и теперь осталось отобразить в виде прокручиваемого горизонтального списка погоду на 7 дней вперед. Давайте я создам снова новый файл в папке widgets. Назову файл как bottom list view.dart. Это у нас также stateless widget. Назову его как bottom list view. Подключим материал. Снова воспользуемся конструктором. Bottom list view. Так, подключим нашу модель. Конструктор будет принимать снапшот. Так, возвращать он у нас будет column. Так, main axis alignment. Давайте я отдам значение main axis alignment start. Сначала отобразим текст, поэтому пишем текст. Текст у нас будет следующий: 7-day weather forecast. И текст мы сделаем to uppercase.
Задам некоторый стиль для нашего текста. Font size давайте я поставлю значение 20. Color я поставлю в черный цвет. Black 87. И font weight у нас будет, ну то есть текст у нас будет жирный. Так, font weight .bold. Давайте тоже виджет сразу подключим, чтобы смотреть, что у нас будет получаться. Сохраним. Так, вот наш текст отобразился. Далее. Прокручиваемый список мы будем содержать в контейнере, поэтому используем контейнер. Давайте контейнеру я дам высоту как 140. Сделаю небольшой отступ. Используя конструктор Symmetric у виджета EdgeInsets, значит по вертикали я установлю значение 16, по горизонтали тоже 16. И наш контейнер будет содержать лист view. И у него мы реализуем конструктор separated. Итак, сепаратор builder. В качестве параметра он принимает контекст и индекс. Ну, возвращать будет sized box. Мы будем разделять наши элементы sized box шириной 8 точек. Дальше item count. Количество элементов отображать сколько. Берем snapshot data, лист и ленч. Вызываем у него метод. Ну, то есть прогноз погоды на 7 дней. То есть там 7 элементов содержится. Вот если посмотреть. Вот лист, массив из 7 элементов. Так, его надо сделать горизонтальным. Scroll direction, axis horizontal. Отдаем ему такое значение. И теперь у нас есть item builder. Значит, метод item builder принимает контекст и индекс. Так, а возвращать он нам будет контейнер. Контейнер у нас будет в ширину. Давайте ширину контейнера сделаем в 2/7 от экрана. Используем media query of context size width делить на 2,7. Высоту контейнера мы сделаем 160. И цвет контейнеру установим черный. И в child давайте отобразим какой-нибудь текст. Так, сохраним, посмотрим, что у нас получилось. То есть вот у нас список такой вот получился из 7 элементов. Текст не видно, потому что он у нас черный по умолчанию. Ладно, наш child будет содержать информацию. То есть, что мы будем отображать, это день недели, иконку и температуру. Давайте я сделаю следующее. Напишу forecast card. Это наш будет виджет, который мы сейчас с вами создадим. Принимать он будет у нас снапшот и индекс. Создадим еще один виджет, который мы назовем forecast card.dart. Это у нас будет виджет forecast card. Подключим материал.
Первым параметром у нас идет snapshot. Он возвращает тип async snapshot. Вторым параметром просто индекс типа int. Итак, возвращать мы будем column. Так, main давайте axis alignment я установлю в значение start. Cross axis alignment я также установлю значение start. И какие у нас будет содержать элементы? Элементы мы будем выравнивать по центру. Первый элемент это текст. Так, давайте мы сделаем некоторый отступ. Padding. Ну, пусть будет 8. Итак, мы будем отображать день недели. Давайте переменную назову как day of week. Зададим стиль для нашего текста. Font size я поставлю в 25. Цвет мы уже будем возвращать белый, потому что наши карточки черные, чтобы цвет не сливался. Реализуем данную перемену day of week. День недели. Так, чтобы взять день недели, нам сначала необходимо получить полную дату, full date. Мы должны обратиться к нашей util. Давайте мы сразу подключим. Здесь вызываем метод getFormatedDate. Сюда мы передадим date. Так, теперь надо реализовать date. Date time, date. Значит, мы обращаемся к datetime. From millisecond science epoch. Так, у нас dt находится ключ list 0 dt. Снова нам потребуется перемена forecastList. Здесь берем нашу перемену forecastList. Только здесь нам надо пробежаться по всем датам, ну точнее по всем dt. Умножаем на 1000. Так, дату мы передали. Теперь нам необходимо разобраться с day of week. Так, давайте мы ее пока сделаем пустую. Так, и когда мы с вами все это дело получим, берем наш day of week, берем нашу переменную full date. С помощью метода split обрезаем нашу дату до первой запятой по первому значению. То есть должны получить, к примеру, Tuesday. То есть вот такое значение. То есть не, у нас приходит вот так вот, May 5, там, к примеру, 22. Мы будем получать Tuesday. День недели. Так, сюда перейдем, подключим нашу карточку. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас вообще получилось. Перестроим наше приложение. Так, вот мы с вами получили день недели. Отлично, дальше поехали. В строку мы будем получать иконку и температуру. Поэтому используем row. Так, давайте main axis alignment я установлю в центр. Center. Так, и наша row будет содержать колумн. И дальше column будет содержать у нас снова row. Итак, давайте здесь воспользуемся виджетом Padding, для того, чтобы сделать небольшой отступ между текстом и иконкой. EdgeAnsets используем с конструктором all. И сюда передадим значение 8.
Так, а в child мы передадим наш текст. Значит, текст пусть у нас будет отображать минимальную температуру, к примеру. Давайте я задам style для нашего текста. Font size я установлю в размер 30. И color у нас будет текст белого цвета. Так, нам необходимо получить минимальную температуру. Давайте посмотрим, где она находится. Значит, у нас лист, потом temp и вот min ключ. Снова обращаемся к forecast лист. Только сюда мы передадим индекс. Обращаемся к температуре и обращаемся к значению min. Так, и здесь используем метод toString as fixed со значением 0. Давайте сохраним, посмотрим. Так, вот появилась наша температура. Отлично, и осталось отобразить иконку. Иконку мы будем отображать, используя Image Network. Передавать icon. Давайте сразу масштаб установлю. Scale 1.2. Так, давайте реализуем icon. Var icon. То есть нам надо пробежаться по нашему forecast list индексу. Используя метод get icon URL. Сохраним, посмотрим. Так, мы с вами получили иконки. Давайте мы зададим им цвет белый. Отлично. Итак, сейчас у нас город прописан в коде. Давайте реализуем второй экран, где будем пользователю давать возможность вводить название любого города. Для этого в папке Screens создадим новый файл, который я назову как cityscreen.dart. Это у нас будет stateful widget cityscreen. Подключим материал. Здесь сразу создадим переменную CityName, которая будет хранить наш город. Так, перейдем к нашему первому экрану и внесем некоторые изменения. Это я закомментирую. Создадим переменную просто CityName. Дальше у нас есть бар. То есть по нажатию вот на вот этой вот кнопке мы будем переходить на второй экран. Реализуем метод onPressed. Он у нас будет асинхронный, так как мы будем возвращать наше значение со второго экрана. Так, здесь мы пишем следующее. Await, навигатор. Используем метод push. Так, в качестве контекста принимает контекст, а в качестве роута мы передадим материал page route. Так, у него необходимо реализовать у Material Page Route реализуем метод Builder, который принимает контекст. И возвращать мы будем наш CityScreen. Давайте подключим наш экран. Сохраним. Давайте перестроим приложение полностью.
Да, у нас ошибка, потому что я же тут закомментировал city name. Ну давайте раскомментирую. Нажимаем на кнопочку. Мы с вами перешли на второй экран. Так, давайте у второго экрана реализуем какой-нибудь интерфейс. City Screen. Значит, что у нас будет делать второй экран? Ну, во-первых, scaffold. И сразу давайте сделаем body. Body у нас будет содержать контейнер. Child. Контейнер будет содержать column. Column будет содержать у нас следующее. Это у нас контейнер, который будет содержать в себе текст field. Так, давайте я здесь сделаю текст филда некоторый отступ со значением 20. Так, реализуем текст field. Давайте сохраним сначала. Так, вот наш scaffold. Ну, во-первых, зададим цвет для нашего курсора. Цвет курсора пусть будет, я не знаю, давайте blue-gray поставим с каким-нибудь оттеночком. Теперь зададим стиль для нашего текст-филда, используя style. Значит, здесь реализуем color. Colors у нас будет белый. Так, теперь воспользуемся параметром decoration, используя widget input decoration. Значит, здесь мы с вами реализуем hint текст, который мы будем отображать. Например, enter city name. Так, давайте сохраним. Так, видите, у нас он улетел куда? Давайте перед column воспользуемся таким виджетом, как save area. Так, теперь хинту зададим стиль text style. Color поставим значение white. Так, текст наш не виден. Хорошо, ладненько. Воспользуемся параметром field. Поставим значение true. Потом field color. Наш текст field заполним черным цветом black 87. Давайте сохраним, посмотрим. Так, отлично. Уберем границы. Outline. Input border. Точнее, давайте границы, наверное, не уберем, а скруглим. Для этого воспользуемся border радиусом. Так, и здесь у него border радиус, давайте таким конструктором воспользуемся, как all. Берем виджет радиус с инициализатором circular. И, к примеру, скруглим на 10 значений. Так, вот мы с вами текст field скруглили. Отлично, теперь берем border side и устанавливаем значение none. Так, border side, значение ставим none. Смотрим. Ну, плохо видно. Теперь мы у input decoration вызовем параметр icon и установим иконку. Давайте location city поставим иконку. Цвет ей зададим черный. Colors black 87. И поставим размер в значение 50. Так, только здесь значение 50. Так, вот наша иконка. Так, и теперь реализуем метод onChange у нашего текст-филда.
когда мы будем что-то писать, в качестве параметра будет у нас value приходить. И мы теперь берем наш CityName, который мы объявили в начале нашего виджета, и отдаем ей наше значение, которое мы с вами напишем, value. Ну и осталось реализовать кнопку, по нажатию на которую мы будем передавать наш город на первый экран. Давайте воспользуемся виджетом Flat Button. И у него реализуем метод onPressed. Так, но только в child. Давайте мы с вами напишем текст. Такой как, ну, например, get weather, например. Я задам тексту стиль. А именно установлю font size в значение 30. Так, только надо flat button вынести за контейнер. Вот так вот. Сохраним, посмотрим. Так, появилась наша кнопка. Теперь реализуем метод onPressed. То есть, когда мы нажимаем на эту кнопку, мы будем закрывать наше окно, используя навигатор POP. В качестве параметра переходит контекст. И будем на первый экран передавать CityName. То есть тот текст передавать будем, который мы ввели в text field. Теперь мы с вами переходим на наш первый экран. И здесь будем делать проверочку. Так, если, к примеру, tabbed name у нас не равен null, в переменной tabbed name у нас будет храниться результат с нашего text field. И если наш tabbed name не равен null, то мы в нашу переменную CityName, тогда мы в CityName отдаем наше значение, которое пришло с text field, то есть tabbed name. И далее нам необходимо передать наш новый CityName в метод. Давайте мы берем наш forecast object, обращаемся к weather API, вызываем метод get weather forecast with city. В качестве параметра CityName мы передадим наш CityName. Сохраним. Хотя давайте перестроим наше приложение и посмотрим, что у нас получилось. Так, мы сейчас с вами получили Лондон. Ну-ка, давайте я введу Moscow. Get weather. Да, мы с вами получили Москву. Ладно, мы эту переменную оставим. Когда мы с вами реализуем геолокацию, тогда мы уберем значение у нашей переменной. Пусть пока по умолчанию мы будем получать Лондон, потому что нам все равно нужно какое-то первоначальное значение иметь в CityName. Если я сейчас это уберу, то у нас будет ошибка. Ну, в принципе, и все. Осталось только в следующем видео получить прогноз погоды, используя геолокацию. То есть при нажатии вот на эту кнопку мы будем с вами определять локацию нашего устройства. Итак, для работы с геолокацией воспользуемся пакетом геолокатор, который находится на сайте pub.dev. Его пропишем в ветку Dependencies нашего проекта. Теперь создадим вспомогательный класс для нашей геолокации, который будет получать ее, используя наше устройство или эмулятор. Давайте в папке Utilities создадим новый файл, который я назову как location.dart.
Итак, наш класс назовем как location. Для хранения долготы и широты давайте создадим две переменные типа double. Первую переменную я назову как latitude. Вторую переменную я назову как longitude. И теперь реализуем метод, который будет отвечать за получение геолокации. Метод я назову как getCurrentLocation. Он ничего не будет принимать. Метод у нас будет асинхронным. Итак, получать геолокацию мы будем в блоке try-catch. Если при получении геолокации у нас произошла ошибка, то давайте мы ее отобразим. Итак, в блоке try мы реализуем получение локации нашего устройства. Я создам переменную, которую назову как position. И здесь мы обращаемся к классу geolocator, который находится в пакете geolocator.dart. И у данного класса вызываем метод getCurrentPosition. И у этого метода реализуем параметр desired accuracy. Куда мы с вами передадим точность получения локации. Для этого используем location accuracy. И, к примеру, давайте вызову такое свойство, как low. Что означает точность локации со значением low? Давайте перейдем к пакету geolocator и посмотрим, что означает данная точность. То есть при использовании точности low для Android 500 метров, для iOS 1000 метров. Точность получения нашей геолокации. Иногда процесс получения текущего местонахождения может быть не выполнен. Ну, к примеру, если пользователь выключает GPS, или если он был выключен с самого начала, это может быть причиной ошибки. Поэтому мы должны ее отследить. Есть также вероятность того, что GPS выключен, когда процесс поиска локации уже идет. Это может привести к прерыванию процесса, и, следовательно, лучше добавить задержку его исполнения с помощью метода timeout, куда мы передадим duration seconds 5 секунд. То есть задержка у нас будет 5 секунд. Итак, после того, как мы с вами получили позицию, мы должны эту позицию отдать нашим переменным. Для latitude мы отдаем position, latitude, а для longitude мы отдаем position, longitude. Все, вот мы с вами реализовали класс location. Теперь нам нужно выполнить запрос к сайту OpenWeatherMap по геолокации. Как вы помните, при использовании запроса по названию города и по геолокации ответ сайта OpenWeatherMap приходит с одинаковой структурой JSON. Поэтому, чтобы не создавать еще один метод по отправке get-запроса на сайт, изменив лишь параметры, мы воспользуемся уже существующим методом, который у нас реализован. Поэтому предлагаю наш метод переименовать как fetchWeatherForecast. И к нашему методу давайте добавим необязательный параметр из city, который будет иметь тип bool. То есть, когда мы будем получать погоду по названию города, мы этот параметр будем ставить в значение true. Таким образом, мы будем передавать запрос с параметром города, а иначе будем передавать запрос с параметрами lat и lon. Итак, сначала нам необходимо получить локацию. Обращаемся к нашему классу. Переменную я назову как location.
И теперь, используя данную переменную, мы будем вызывать метод getCurrentLocation, который у нас реализован в классе Location. Давайте создадим вспомогательную переменную. Это у нас будет тип mapString. Переменную я назову как parameters. И теперь реализуем условие. Если наша переменная из city равна значению true, то есть мы передаем город, тогда мы используем данный запрос. И после этого мы наш query parameters передаем переменной parameters. А иначе мы будем использовать параметры lat и lon в нашем запросе. Также передаем app-id, units, только вместо q мы будем использовать lat. Обращаемся к нашей переменной location. Здесь у нее берем latitude и переводим к типу string. И также передаем параметр lon в наш запрос. Также переводим к типу string. И теперь нашу переменную parameters мы передаем в наш URI. Итак, с запросом мы разобрались. Теперь давайте создадим еще один экран, который назовем как Location Screen. Итак, наш экран будет унаследован от Stateful виджета. Давайте подключим материал. И экран Location Screen мы будем показывать при запуске нашего приложения. То есть перейдем в Main Dart и здесь поменяем Weather Forecast Screen на Location Screen. Также его подключим. Итак, давайте реализуем логику нашего нового экрана. В нем мы создадим метод, к примеру, я назову как getLocationData. Он у нас будет асинхронным. Далее создадим переменную, к примеру, назову ее как weatherInfo. И в эту переменную мы будем выполнять запрос с нашего Weather API. Используя наш новый метод fetchWeatherForecast. В качестве параметров мы ничего не передаем, так как хотим получить геолокацию. Итак, давайте проверим weatherInfo на null. Если weatherInfo у нас равен null, тогда распечатаем нашу ошибку. Итак, после того, как мы получим локацию, мы автоматически будем переходить на наш экран с погодой. Для этого реализуем переход на наш экран с погодой, используя навигатор с конструктором push. В качестве первого параметра мы передаем контекст. В качестве второго параметра мы передадим Material Page Road. У него реализуем метод Builder, который принимает контекст. И возвращать мы будем наш экран Weather Forecast Screen. Итак, для того, чтобы передать информацию о погоде на второй наш экран Weather Forecast Screen, давайте перейдем на него и реализуем у нее конструктор, который будет содержать переменную, к примеру, Location Weather. В качестве параметра он будет принимать данную переменную.
И теперь, используя наш конструктор с параметром location_weather, мы передадим в него weather info. Итак, теперь нам необходимо вызвать метод getLocationData. Вызывать мы его будем в методе initState. И пока у нас определяется локация, мы будем показывать индикатор загрузки. В параметр body мы индикатор загрузки разместим по центру нашего экрана. Мы также будем использовать виджет Spin Kit Double Bounce. Цвет я задам ему черный. А размер я ему установлю значение 100. Отлично. Перейдем теперь на экран с погодой. Перейдем в метод initState. Здесь мы теперь будем делать проверку. Если наша переменная location_weather, чтобы до нее достучаться, используем виджет. Обращаемся к переменной location_weather. Если она у нас не равна null, тогда мы делаем запрос по геолокации. Итак, также у нас есть кнопка, по нажатию на которой мы должны определять нашу локацию у AppBar слева. Давайте реализуем метод onPressed. Здесь мы используем сначала метод setState для того, чтобы перестроить наш виджет. И теперь мы в переменную forecastObject отдаем наш запрос weather_API по геолокации. Итак, где у нас кнопка по выбору города? Поменяем наш метод fetchWeatherForecast vCity на fetchWeatherForecast. И в качестве дополнительного параметра мы передадим параметру vCity значение true. Таким образом мы будем выполнять запрос именно по городу, а не по геолокации. И все, что осталось сделать, это разрешить устройству на Android и на iOS доступ к их геолокации. Давайте перейдем снова в пакет геолокатор. И вот наше разрешение. Значит, для Android нам необходимо прописать в файле Android Manifest следующие две строки. Значит, переходим в папку Android, App, Source, Main. И находим Android Manifest. И прям поставим эти разрешения перед Application. Сохраним. И теперь такое же разрешение дадим для устройства iOS. Переходим в iOS, в папку Runner, Base. И здесь есть такой файл, как info.plist. Сюда надо прописать вот эти две строки. Также сохраняем все это дело. Ну вот, в принципе, и все. Давайте мы остановим наше приложение и его снова запустим. Посмотрим, что у нас получится. Соглашаемся на использование геолокации. Итак, вот устройство определило мое местоположение. Давайте проверим запрос по названию города. Так, запрос по названию города также работает. Теперь нажимаю на кнопку геолокации. Отлично, у нас все работает. Таким образом, наше погодное приложение умеет получать прогноз погоды по геолокации и по названию города.
Всем привет! У нашего приложения есть некоторые проблемы и недочеты. Давайте рассмотрим их. Первая проблема. С обновлением версии Flutter до 1.17.5 на данный момент записи видео, наше приложение перестало обновлять главный экран отображения погоды при выборе города. К примеру, давайте я введу город Лондон и нажимаем на Get Weather. И как видите, наш экран не обновился, хотя запрос был выполнен успешно. Для того, чтобы решить данную проблему, нам необходимо в файле Weather Forecast Screen найти метод, где мы получаем с вами название города. И вот эти два выражения нам нужно обернуть в метод setState, для того, чтобы перестроить наш интерфейс. Пишем setState и переносим два этих выражения в этот метод. Проверяем. Я снова введу город, к примеру, Лондон, и нажимаю на Get Weather. Теперь наш экран обновился. Итак, мы с вами решили данную проблему. Вторая проблема. Когда мы с вами загружаем приложение, то у нас происходит двойной запрос. Давайте я перестрою наше приложение. И теперь обратите внимание, у нас выполнился первый запрос к сайту API OpenWeatherMap, и также выполнился второй запрос. Нам не нужно выполнять два запроса, поэтому предлагаю пофиксить данную проблему. Для этого также в файле Weather Forecast Screen перейдем в метод initState, где мы выполняем запрос к нашему API и передаем этот запрос в объект Forecast Object. Вот здесь как раз и кроется данная проблема двойного запроса. Мы можем здесь просто использовать нашу переменную LocationWeather, которая уже хранит в себе информацию о погоде, полученную с помощью геолокации. Поэтому в Weather API FetchWeatherForecast мы можем просто убрать и нашему объекту ForecastObject передать переменную LocationWeather. Однако вы можете заметить, что класс WeatherForecastScreenState не знает о существовании данной переменной, так как она у нас хранится в классе WeatherForecastScreen. Для того, чтобы достучаться до этой переменной LocationWeather, мы можем воспользоваться виджетом. То есть пишем widget.locationweather. И теперь давайте я перестрою снова наше приложение. Как видите, приложение выдало ошибку. Здесь нам пишут, что Weather Forecast не является Future Weather Forecast. То есть вот эта переменная имеет тип Weather Forecast, а наш объект Forecast Object имеет тип Future Weather Forecast. Для того, чтобы решить данную проблему, мы можем воспользоваться конструктором у объекта Future, таким как Value. И в этот Value мы передадим наш виджет LocationWeather. Давайте я снова перестрою наше приложение. И как видите, у нас теперь выполнился только один запрос к сайту API OpenWeatherMap. Также давайте в файле LocationScreen немножко поменяем метод getLocationData, а именно весь код определим в блоке try-catch. Для того, чтобы корректно обрабатывать наш запрос и ошибки. Теперь в блок try мы поместим вызов нашего Weather API. И после того, как мы получим информацию о погоде, мы переходим на наш экран Weather Forecast Screen. Это давайте я уберу. А в блоке Catch давайте будем просто распечатывать нашу ошибку, которая придет. Давайте снова перестроим наше приложение. А
Отлично. Теперь рассмотрим третью проблему. Когда пользователь вводит неправильное название города. Ну, к примеру, введем какой-нибудь текст. Нажимаем Get Weather. Как видите, нас перекинуло в exception. А пользователю, если мы продолжим работу у нашего приложения, будет отображаться бесконечный индикатор. Поэтому предлагаю решить данную проблему. А пользователю мы будем выводить некоторый текст, который будет говорить ему о том, что ему необходимо сделать. Итак, давайте мы здесь будем возвращать не exception, а возвращать ошибку. Поэтому здесь я напишу return. Опять же воспользуемся объектом future и вызовем у него такой конструктор, как error. И в этот конструктор мы поместим название нашей ошибки. К примеру, error response. И теперь перейдем в файл weather forecast screen. И теперь, где мы отображаем наш индикатор загрузки, мы его поменяем на текст следующего содержания. К примеру, напишем city not found. Далее переходим на новую строку и пишем please enter correct city. И нашему тексту давайте зададим некоторые стили. Ну, к примеру, font size. Размер шрифта я поставлю значение 25. И текст будем располагать по центру нашего экрана, используя параметр text-align со значением text-align center. Давайте сохраним. Снова перестроим наше приложение. Так, я ввожу неправильное название города. Get weather. Итак, мы пользователю отображаем, что город не найден. Пожалуйста, введите правильное название города. И вот сообщение, что код 404, message city not found. Давайте введем правильное название нашего города. Теперь давайте взглянем на еще такой небольшой недочет. Итак, у нас есть переменная CityName, которая по умолчанию присвоена значение Лондон. Теперь мы значение Лондон можно просто убрать и оставить просто переменную string CityName, так как в эту переменную уже будет приходить информация о нашем городе. Итак, по поводу недочета. У нас есть с вами иконка My Location. Вот она. Давайте я закомментирую эту иконку. И как видите, у AppBar вместо иконки появилась такая стрелочка. Если я на нее нажму, то мы перейдем на определение геолокации. Предлагаю этот недочет также пофиксить. Для этого у AppBar мы можем вызвать такое свойство, как Automatically Imply Leading. И это свойство мы можем установить в значение false. Давайте я перестрою приложение. Таким образом мы с вами убрали стрелочку у AppBar. И также есть небольшой недочет с определением геолокации. Давайте перейдем в файл location.dart. И здесь есть у нас timeout. Поставьте его в значение 15. Или вообще уберите этот метод. Ну вот в принципе и все. Мы с вами решили некоторые проблемы и недочеты, которые содержало наше приложение.